кого-нибудь из вас. Сейчас совершается поистине историческое событие. Больше 10 лет мы с друзьями и большим количеством людей в Москве, в других городах, в России занимаемся, любим, живем дыханием. И все эти годы мы старались сделать самое лучшее для того, чтобы учиться, читать, приглашать прекрасных учителей дыхания в нашу страну. Все эти годы нам очень хотелось соединиться с источником, узнать человека, который придумал, на кого снизошла эта прекрасная техника, которая такому количеству людей в мире, и мне в том числе, помогает прекрасно жить. И вот случилось, Леонард приехал, мы здесь, и для всего дыхательного мира, для людей, кто занимается трансформацией, кто исследует сознание, это очень большое событие. Леонард, основоположник Ребёфинга. Работает, слышно? Everybody can hear me okay? Всем ли слышно, как я говорю? How many of you listen in English? Сколько человек понимает английский язык? Поднимите руки, пожалуйста. Very good. Очень хорошо. I'm happy to be here finally. Я счастлив быть здесь наконец-то. And I waited a long time to come. И я долго ждал возможности приехать сюда. As most of you probably know, rebirthing is spreading in over 50 countries in the world. И, наверное, вы знаете, что ребёфинг – техника, которая распространена более чем в 50 странах мира сейчас. And if you consider the arithmetic about how often it's possible to go to 50 countries, it means that some countries I don't go to very often. И вы, конечно, понимаете, что такое путешествовать, и что значит посещать эти 50 стран. Если посчитать, вы понимаете, что я не так часто могу быть в этих 50 странах. And so I'm glad to finally be in Russia. И я очень рад, наконец-то, приехать в Россию. And so I've been thinking about what you might be interested in me talking about tonight. И я вот думал, что будет интересно людям услышать от меня сегодня вечером. And so I'll talk about I'll make some introductory remarks. И я решила остановиться на том, чтобы рассказать о некоторых вводных, дать несколько вводных характеристик дыханию процесса. And then I'll talk about what makes a good rebirther. И я бы хотела также говорить о том, что такое быть хорошим ребёфером. And then I will evolve from that into the idea of spiritual purification and the implications of that. И также мне хотелось бы сегодня говорить о том, что такое духовное очищение, как заниматься духовным очищением. So since I do work in so many countries, it gives me an interesting perspective on life. И я занимаюсь ребёфингом во многих странах, и я вижу, как ребёфинг влияет, как меняет жизнь. And I've been around the world 10 times, over 10 times. И я уже 10 раз как объехал весь мир. And when I travel, I always like to stay in homes. И когда я путешествую, я всегда люблю останавливаться в квартирах людей. So that I experience the country from inside out. Для того, чтобы лучше познакомиться со страной, с жизнью страны изнутри. Instead of looking at the country and at the people from a cold, impersonal hotel room. И лучше быть внутри, в домах, чем смотреть и изучать мир, страну и людей
из холодных, неосчастленных теплом людей гостиничных. And so I'm very happy that Luba shared her apartment with Isabel, my wife, and I. И я Любе благодарен чрезвычайно за то, что я смог быть в ее квартире и остановился со своей женой Изабель у нее. Isabel, would you be willing to stand so people can see you? Изабель, покажись. This is my wife, Isabel. Это моя жена Изабель. So I'll do my introductory remarks about politics. Я хочу сделать несколько предварительных ремарок по поводу политики. How many of you are students of Karl Marx? Сколько из вас, кто из вас разделяет учение Карла Маркса? I don't see any hands. Не вижу ни одной руки. There's no enthusiasm for being a student of Karl Marx. Нет никакого энтузиазма по поводу принадлежности. Good. Одна есть. Good. Well, so the Communist Party is not popular anymore in Russia. Похоже, что коммунистическая партия больше не так популярна в России. That's true. Это правда? Well, Karl Marx said some beautiful things that I want to tell you about. Карл Маркс уже говорил о некоторых интересных вещах, которые я тоже хочу осветить сегодня. He said that the proletariat would realize their natural divinity, and when they did, they would produce heaven on earth. Пролетариат должен понимать, что возможно достижение Царства Небесного, и Царство Небесное возможно на земле. That's a fantastic concept. Но это иллюзия, это фантазия. So it was Karl Marx's vision that communism would evolve into total spiritual enlightenment and the realization of heaven on earth. Карл Маркс думал, что коммунизм будет способствовать тому, что Царство Небесное воцарится на земле. How many share that goal? Кто-нибудь из вас разделяет эту цель? Nobody? Никто? How many people would like to live in heaven on earth? А сколько бы людей хотели жить в Царстве Небесном на земле? A few more. Большее количество. So, I, of course, studied socialism and capitalism. Я изучал теорию социализма, капитализма. And I worked extensively in communist Poland from 1979. И с 1979 года я очень интенсивно работал в коммунистической партии Польши. I'll just share one of my experiences. Хочу рассказать об одном из своих переживаний. When I came to a communist country, Когда я приезжаю в коммунистическую страну, they encouraged me to work. она способствует тому, чтобы я работал больше. But if I went to any other country in the free world, England or Germany or any other free world country, it was forbidden for me to work. Но когда я приезжал в страны так называемого свободного мира, в Англию, Германию, в другие страны, в этих странах мне было запрещено работать. If they caught me working in England, they would take my money away and deport me back to the United States. И если бы меня пригласили в Англию работать, то меня бы лишили бы всех денег и депортировали бы обратно в Соединенные Штаты. But if I came to a communist country and worked, they supported me in every way. Но каждый раз, когда я приезжал в коммунистическую страну, меня там поддерживали целиком и полностью. I got discounts at hotels.
Мне давали скидку в гостинице. They organized all the press to come and hear me speak. Ко мне приходили журналисты, пресса, я давал интервью, выступал. And so I became very confused И мне было очень странно, about who is living in the free world. кто же живет в так называемом свободном мире. It depends on your definition and how you measure it. Все зависит от определения, от слов, от нашего отношения. But what I noticed is that people in the Eastern countries and the Western countries have many, many freedoms which they do not use. Но я заметил также, что люди, живущие в странах Востока и в странах Запада, имеют огромное количество свобод, которые они не используют. And so everybody is in prison. И все живут в тюрьме. Their minds are in prison. Их сознание, их ум в тюрьме. And their spirits are in prison. Их дух в тюрьме. And so how do we get people out of prison? И как выйти из тюрьмы, как помочь людям выйти из тюрьмы? Well, unfortunately, Karl Marx didn't have rebirthing as a tool. К сожалению, у Карла Маркса не было ребёфинга как инструмента. But you do. Но у вас есть. You do have rebirthing as a tool. У вас есть ребёфинг как инструмент. And before the evening finishes, I hope to at least conceptually give you some other tools. И я думаю, что до окончания сегодняшнего вечера, по крайней мере интеллектуально, я дам вам и другие инструменты. So that we can all work together with Karl Marx to bring heaven on earth. Чтобы мы вместе с Карлом Марксом работали по приближению Царства Небесного к земле. Good idea? Хорошая идея. Before I leave Karl Marx, I'd like to say one more thing. И пока мы еще не покинули Карла Маркса, я хочу сказать еще одну вещь. Somebody should take the writings of Marx and eliminate everything that no longer applies and see what is still left. Будет хорошо, если кто-нибудь возьмет работы Маркса, изучит их еще раз и выкинет из них все то, что сейчас не актуально для жизни. Будет интересно посмотреть, что останется. That would be a fantastic book. Я думаю, что это фантастическая книга. A very valuable book, and I would like you to translate it and send me a copy. Очень ценная книга. Переведите и пришлите мне копию. Because it would probably be even more valuable in the United States than it would be in Russia. И я думаю, что она будет даже более ценной и популярной в Америке, чем в России. We have serious problems in the United States. В Америке есть большие проблемы. Maybe more serious, we have a more depressing future in the United States than you have in Russia. И, может быть, даже более сложное, депрессионное будущее мы имеем в Америке, чем в России. I can tell you, all the spiritually enlightened people in the United States are praying to get rid of George Bush. И все духовно настроенные люди молятся за то, чтобы избавиться от Джорджа Буша. And if we do, then I will change my opinion about the future of the United States. И если нам это удастся, то я тогда изменю свое мнение по поводу будущего Америки. And if we don't, Но если нет, может быть, я перееду в Россию. okay, let's talk about what makes a good rebirth. Сейчас давайте поговорим о том, что такое быть хорошим ребенком. First of all, I would like to say that there are no bad rebirthers. В первую очередь, нужно знать, что плохих ребёферов не бывает. There are only bad people. Есть только плохие люди. So there are good people and there are bad people, and when bad people become rebirthers, they're bad rebirthers, and when good people become rebirthers, they're good rebirthers. Есть плохие люди, есть хорошие люди. Когда плохой человек становится ребёфером, то он плохой ребёфер. Когда хороший человек становится ребёфером, то он хороший ребёфер. And every profession has the same problem. И это справедливо для каждой профессии. There are good
doctors and there are bad doctors and Есть there хорошие врачи, есть плохие врачи. and there are good teachers and there are bad teachers. Есть хорошие преподаватели, плохие преподаватели. And there are good politicians and there are bad politicians. Хорошие и плохие политики. So, what makes a good rebirther? И что же делает Ребёфера хорошим Ребёфером? Whatever makes a good person. А что делает человека хорошим человеком? And so, let's just talk about, for a few minutes, about what makes a good person. Давайте немножко поговорим о том, что же делает человека хорошим человеком. A good person is spiritually enlightened. Хороший человек – это человек духовно просветленный. What is spiritual enlightenment? А что есть духовное просветление? Well, I can give you the words of spiritual enlightenment in just a minute. The words of spiritual enlightenment in just 1 minute. Вот слово «духовное просветление» и 1 минута. But that won't necessarily make you spiritually enlightened. Но за это время можно не обязательно стать духовно просветленным. Because you have to meditate on the words until you have an inner spiritual revelation or realization of what the words mean. Но нужно проникнуть в суть слова, что такое духовное просветление, медитировать на значение этого слова. Here are the words. 2 слова. Energy becomes what it thinks about. Энергия становится тем, что мы о ней думаем. If you know what those words mean, you are spiritually enlightened. Если вы знаете, что означает эта фраза, то тогда вы духовно просветленный человек. If you know what those words mean, you can be totally in control of your own life. И если вы не знаете, что эта фраза означает, то тогда вы не можете управлять своей жизнью. You can throw victim consciousness out the window. Тогда вы находитесь в состоянии сознания жертвы. You no longer have an excuse for self-sabotage. И тогда нет никакого извинения вашему самосаботажу. Because you can analyze how you are creating your reality and bring about change. Тогда человек не знает, что требуется для того, чтобы создать свою реальность, и для того, чтобы меняться, для того, чтобы Let me clear up one very important misunderstanding. Я хотел бы прояснить одно такое важное, возможное непонимание. There is a tremendous difference between theory, which is theoretical thought, and thought, which creates reality. Есть огромная разница между 2 типами мысли. Теоретическая мысль, концептуальная мысль и мысль, которая создает реальность. A lot of people live with theories that don't work at all. И многие люди живут с мыслями, теориями, которые совсем не работают. But they believe they work. Но они думают, что это работает. And so it's a form of self-delusion. Это такая форма самообмана. And so to be spiritually enlightened also involves spiritual integrity. И для того, чтобы стать духовно просветленным человеком, важно быть интегрированным человеком. We have to keep meditating on our thoughts until they produce results in the real world. Нужно уметь, знать, как медитировать над своими мыслями, работать со своими мыслями для того, чтобы они действительно стали создавать мир. And in other words, energy becomes what it thinks about. И энергия – это то, о чем мы думаем. But energy has to continue thinking and working with the thoughts until those thoughts manifest into reality. И однажды, подумав, энергия продолжает работать, после того, как человек задумал что-то, энергия продолжает работать вокруг этой мысли, воплощать ее в реальность, пока она не воплотится в реальность. And some thoughts you have to meditate on for 10 years, 20 years, maybe even 100 years. И над какими-то мыслями нужно медитировать 10 лет, может быть, над какими-то сотни лет.
before you can manifest and demonstrate the mastery of those thoughts. До того, как эти мысли начнут воплощаться в реальность. For example, all of you have the thought of a millionaire. Наверное, все из вас думают, что хорошо было бы стать миллионером. And all of you would like to have 1,000,000 rubles. И все из вас хотят иметь 1,000,000 рублей. But the thought doesn't give them to you automatically. Но эта мысль, она не приходит, не воплощается автоматически. You have to study the nature of money and the nature of serving other people until you accumulate 1,000,000 rubles. Для того, чтобы получить 1,000,000 рублей, нужно изучать природу существования денег и природу взаимоотношений. And some people have heard of the idea of physical immortality. И некоторые люди слышали о том, что такое физическое бессмертие. But it's easy to believe or to become immortal. The trick is to stay immortal. И не проблема стать физически бессмертным, проблема продолжать быть, оставаться физически бессмертным. Anybody can become immortal in 1 second. Каждый человек может стать физически бессмертным через секунду. But to actually be immortal, you have to be immortal 300 years later. Но для того, чтобы остаться физически бессмертным, нужно продолжать им быть и через 300 лет. And there's a lot of healing and a lot of spiritual growing and a lot of improvement, self-improvement that goes on in order to realize the reality of that idea. И для того, чтобы вникнуть в суть, возможность этой идеи, нужно провести себя через большие целительские процессы, процессы изменения себя, улучшения себя. So there's 3 kinds of enlightenment. Существует 3 типа просветления. Spiritual enlightenment is only the beginning. И духовное просветление – это только начало. And if you understand that energy becomes what it thinks about, you're spiritually enlightened. И если вы понимаете то, что энергия – это то, о чем вы думаете, то вы уже духовно просветлены. But then there's the enlightenment of the mind. Но это просветление ума. To be enlightened mentally means to heal the emotional mind. Быть просветленным ментально означает исцелить свое эмоциональное состояние. And to heal the emotional mind means to heal birth trauma and death urge and disapproval from your parents and everything that makes you unhappy. И для того, чтобы исцелить вот эту эмоциональную составляющую своего ума, нужно исцелить свое неосознанное стремление к смерти, нужно исцелить свою травму рождения, нужно исцелить синдром неодобрения со стороны родителей. And so you can become spiritually enlightened in less than a minute. You can become spiritually enlightened in less than a minute. И можно стать духовно просветленным очень быстро. But I haven't met anybody who has become emotionally enlightened in less than 100 years. Исцелить свой ум, сознательную часть своего ума можно очень быстро, но нужно много времени для того, чтобы исцелить эмоциональную часть своего ума. And so to become emotionally enlightened takes the right kind of work. И для того, чтобы стать эмоционально просветленным, нужно делать правильную работу. And we can become emotionally enlightened in 50 to 100 years if we are working on it at all, and if we're working on it with the right principles. И можно очень много лет потратить на то, чтобы исцелить, стать духовно просветленным в эмоциональной сфере. Но ничего не достичь, если не следовать правильным принципам работы. And so if you didn't become totally perfect during your first year of rebirthing, it's okay. You can be patient with yourself. И для тех, кто думает, что в течение первого года
своей работы, своего контакта с Ребёфингом вы еще не стали просветленными, будьте терпеливыми. So give yourself 50 to 100 years to become perfect. Дайте себе много-много сотен лет для того, чтобы стать совершенным. And if you don't make it in 100 years, probably you will have accomplished enough that God will give you another 100 years. И, может быть, пройдет сотни лет в вашей большой работе, и через сотню лет Бог вам пошлет маленький знак о том, что еще через сотню вы достигнете просветления. And so, rebirthing is one of the principles and practices that brings about spiritual growth and healing very rapidly. Итак, Ребёфинг — это тот способ, тот метод, который способствует исцелению интеллектуальной и эмоциональной сферы очень быстро, который обеспечивает рост быстро. But it's only one of the principles. Но это только один из принципов. And it shouldn't be taken out of context. И его не следует вырывать из контекста. And so I started working with people to bring about total healing before I perfected rebirthing. I started working with people in order to bring about total healing before I perfected rebirthing. И я работал с человеком, занимался с ним очень долго до того, как он стал вот таким замечательным, хорошим ребёфером. And so rebirthing breathwork was created in a context, in a much bigger context. И ребёфинг — это не только дыхание, это практика, которая создавалась в очень широком контексте. And both fortunately and unfortunately, rebirthing and breathwork is so simple and so powerful. К счастью, а может быть, к сожалению, дыхательная работа, ребёфинг — это очень сильная практика, и она очень простая. That it can be taken out of context. И ее нельзя вырывать из контекста. Anybody can be a rebirther. Любой человек может быть ребёфером. Because it's so simple and so powerful. Потому что это так просто, это так сильно, мощно. But it was never my idea that it would be separated from the context. Но я думаю, что никогда нельзя вырывать идею дыхания ребёфинга из контекста. Я никогда не думал, что можно вырвать из контекста. And so I'm happy to have an opportunity to give you an understanding of that context tonight. И я очень рад, что сейчас у меня есть что сейчас есть возможность показать вам более широкий контекст ребёфинга, чем только дыхательную сторону. And the context is total healing. И этот контекст — полное исцеление. Context is realizing our divine human potential. Этот контекст — это понимание реализации своего божественного человеческого потенциала. And so the third level of enlightenment is physical enlightenment. И третий уровень духовного просветления — это физическое просветление. It involves the total mastery of the physical body. И в нем речь идет о владении своим телом, становление мастером своего тела. And it involves participating in the evolutionary process of the physical universe. И это об участии эволюционном в процессе физической вселенной. I haven't personally met anybody who has achieved that level of enlightenment who is less than 700 years. Я не встречал ни одно живое существо, которое бы достигло такого уровня просветления, которому было бы меньше, чем 7 сотен лет. And so, when I graduated from college, когда я окончил колледж, I got what's called a liberal arts education in the United States. Я получил образование Liberal arts education. It's called the Bachelor of Arts degree. Диплом бакалавра в области изобразительных искусств.
And so the basic idea of liberal arts is to support people in realizing their divine human potential. И моя основная профессиональная задача была поддержка людей в реализации их божественного потенциала. The idea of becoming a complete human being. В том, чтобы стать завершенным человеческим существом. That's a wonderful thought. Хорошая идея. It's a wonderful ideal. Это прекрасный идеал. How many of you would like to be cultured and intelligent and complete human being? Кто бы хотел стать культурным, завершенным, просветленным, реализованным человеческим существом? Well, I'm getting a little more participation. Уже я вижу участие, больше участия. Good. Another trait of a successful rebirther is a willingness to participate. И еще одна черта успешного ребёфера – это желание участвовать. And that means that rebirthers should be willing to participate in citizenship responsibility. И хорошие ребёферы – это те, кто хотят участвовать, разделять идеи гражданской ответственности. Andrew and I were talking as he was driving me to the lecture, and he said, my children understand the word freedom, but they don't understand the word responsibility. Сегодня Андрей, который меня вез в своей машине на эту лекцию, говорил о том, что его дети очень хорошо понимают слово «свобода» и очень плохо понимают слово «ответственность». But unfortunately, most adults in the United States don't understand responsibility, and it appears to me that most Russians don't either. И, к сожалению, в Америке большинство взрослых людей не понимают, что такое ответственность. И мне кажется, что в России, похоже, тоже. And so one of the purposes of rebirthing is to eliminate our barriers to participation. И одна из целей ребёфинга заключается в том, чтобы расслабить, растворить тот барьер, который существует между нами и нашей возможностью участвовать, быть вовлеченным во что-то. If rebirthing breathwork dissolves our barriers to participating in life, then all people who have done rebirthing breathwork should be a member of a political party. И дыхание, ребёфинг, это то, что позволяет растворить барьер между человеком и его участием в жизни. И тогда ребёферы, люди, кто занимается дыханием, растворившие этот барьер, могут образовать свою партию. I love participating in politics. Я люблю участвовать в политике. And when I participated in politics, starting in the 1960s, И я участвовал в политике, это было в 60-х годах. I figured out what was wrong with the political system and what was wrong with the economic system. Я думал тогда, что же неправильно в политике, что не так в экономике. And if you will read any of my books about rebirthing, you will notice that the solutions to those problems are in the books. И в то время я видел большое количество проблем в экономике, в политике. И во всех моих книгах, которые я написала, вы наверняка найдете предложения по тому, как решить эти проблемы. And so I don't separate rebirthing from politics. Я не отделяю ребёфинг от политики. I don't separate rebirthing breathwork from life. Я не отделяю ребёфинг, работу с дыханием от жизни. I don't separate it from worldly success. Я не отделяю ребёфинг от возможности достижения успеха. I don't separate it from understanding and mastering money. И также я не отделяю от понимания того, как деньги работают, и оттачивания своих контактов с энергией денег. Money is important. Деньги важны. And one of the biggest problems in the world today is that most people, especially spiritual people, don't think that money is important. И одна из больших проблем в мире, особенно среди, так сказать, духовно развитых людей, заключается в том, что эти люди думают, что деньги не важны. And if you think about money at all, you will realize that the problem with economics in every country in the world is that the bankers own the money system. И думается, что проблема во всех странах мира заключается в том, что
деньги, денежная система принадлежит банкам, банкирам. The bankers print the money. Банкиры печатают деньги. They loan it into circulation and charge us interest. Пускают их в обращение и берут с нас процент. The bankers print the money out of nothing. Банкиры печатают деньги из воздуха. And then they loan it to us and charge us interest. И затем продают их нам и берут процент. But if it's printed out of nothing, then if we pay it back, it goes back to nothing. Но если они печатаются из ничего, то когда они возвращаются, они тоже становятся ничем. So what's the point of paying it back? Зачем тогда платить банку? Well, think about that problem. Подумайте. I hope you'll do a lot of thinking about that question. Я думаю, что вы уже раньше задумывались над этим вопросом. Because the bankers don't have the power to print money. У банкиров есть власть печатать деньги. The people do. The people have the power to print money. Люди, не банкиры, люди имеют право печатать деньги. We have the power to print money. Мы имеем право печатать деньги. We have the power to print money and to give everybody a regular monthly supply of money. И каждый из нас с вами может напечатать такое количество денег, чтобы регулярно платить всем людям. How many people believe that you deserve a monthly supply of money? Сколько человек из присутствующих думает, что вы заслуживаете определенное количество денег в месяц? Well, less participation, less people want money than spiritual enlightenment. Но сейчас меньшее количество подняли рук, чем на мой вопрос о духовном просветлении. But you probably believe that the opposite is true. Может быть, вы думаете, что противоположность – это правильно? Isn't that interesting? Интересно ли это? Well, in the United States, over 100 communities are printing their own money. И в Америке существует более сотни общин, которые печатают свои собственные деньги. And I do it too. I started the local money system in my community. И я делаю то же самое. В своей коммуне я тоже печатаю деньги и пускаю их в обращение. Worldwide, over 2,000 communities are printing their own money. И во всем мире более 2000 общин печатают свои собственные деньги. And I'm willing to do another lecture next Friday night if there's anybody that's interested in money. И в следующую пятницу вечером я буду читать лекцию о сознании процветания, о деньгах. Is anybody interested? Кто-нибудь интересуется этой темой? Not very many. Не так много людей. And I'll talk not only about printing money, but also about being techniques that you can use to double your income. Но мы будем в этот пятничный вечер, в следующую пятницу, говорить не только о том, как и кто печатает деньги, а о том, как удвоить свой собственный доход, увеличить свой собственный доход. And I also enjoy teaching people to be self-employed. И я также люблю поддерживать людей, обучать их становиться независимыми, работать на себя. In fact, Dan has been coming to Russia for 10 to 15 years, right? Вот Дэн уже много лет, больше 13 лет приезжает в Россию. Teaching people to be self-employed. И обучает людей работать на себя. And there are some people here tonight who have benefited from that teaching. И здесь, в этом зале, присутствуют люди, которые получили очень много пользы от обучения их Дэном этому вопросу. So, if you want money, you have to be willing to participate. И если вы хотите деньги, то правильно желать участвовать. And you have to realize that you are the source of money. И очень правильно понимать, что мы, каждый из нас, являемся источником денег. That you have the power to print money. И что у нас есть возможность печатать свои деньги.
And you have to meditate on that truth until you can manifest it in the real world. И можно медитировать на эту мысль, на эту правду, пока мы не манифестируем ее в этом плотном мире. So, let's talk about self-esteem. One of the traits of a good rebirther human being is self-esteem. И сейчас я хотела бы сказать несколько слов о самооценке человека. Это то, что делает человека хорошим человеком и хорошего ребёфера хорошим ребёфером. The source of self-esteem is the realization of your natural divinity. Источник адекватной самооценки – это понимание своей божественной сути. So we have to think about that for a while. Подумайте об этом сейчас какое-то время. Another characteristic of a good rebirther is gentleness. И еще одна характеристика хорошего ребёфера – это его мягкость. When you think of your best friends, подумайте о своем лучшем друге. And the friends that you feel the most enjoyment in being with, о человеке, с которым вам наиболее приятно находиться рядом. You probably realize that one of their qualities is gentleness. Подумайте, может быть, одно из качеств этого человека – это как раз мягкость. And so gentleness is a very great virtue. И мягкость, тонкость – замечательная ценность, ценное качество. And rebirthers who are gentle enough эти ребёферы, которые обладают этим качеством, которые достаточно мягкие, to be able to perceive the energy moving in another person's body, которые обладают этим качеством для того, чтобы видеть, как энергия следует по телу другого человека. And they are able to facilitate the movement of that energy by directing their client's breathing rhythm. Тогда они могут направить, поддержать течение этой энергии в теле дышащего и создать правильный ритм, правильную циркуляцию. They're the best rebirthers. И вот это лучший ребёфер. And so, I have two definitions of rebirth. У меня есть два определения ребёфинга. One is learning to breathe energy as well as air. Это обучение себя вдыхать, дышать энергией, так как мы дышим воздухом. And a good rebirther can teach that in 10 to 20 2-hour breathing sessions. И хороший ребёфер может научить этому других людей за 10-20 двухчасовых дыхательных сессий. Most naturally divine human beings can learn to breathe energy as well as air in 10 to 20 rebirthing breathwork sessions. И любой человек, настроенный на пространство под руководством хорошего ребёфера, после 10-20 сессий научается дышать воздухом как энергией. And so if people can't learn it in 20 sessions, it means that their divinity was very damaged. И если за 20 сессий ребёфинга человек не научился этому, то значит, что его божественность была разрушена. And rebirthers need to build a context of spiritual community around their clients in order to facilitate that mastery. И ребёферам важно в своей общности самим научиться отточить умение, как за 10-20 сессий научить своего клиента дышать не просто воздухом, а энергией. So the second definition was my original definition for rebirth. И мое второе определение, это мое первоначальное определение ребёфинга. Which is to unravel the birth-death cycle. Это прекратить, остановить цикл рождения и смерти. And to become a conscious expression of the eternal spirit. И стать осознанным воплощением вечного духа.
Well, to unravel the birth cycle takes longer than 10 sessions. А для того, чтобы приостановить цикл рождения и смерти, требуется больше, чем 10 сессий. And for most people it takes longer than 10 years. Для некоторых людей нужно больше, чем 10 лет. And so rebirthers that are working on that definition И те ребёферы, которые работают в контексте этого определения, become very powerful and beautiful people. становятся очень сильными, очень красивыми людьми. And of course they become very successful rebirthers. Они становятся, безусловно, очень успешными ребёферами. And usually they become the trainers of rebirthers. И они становятся тренерами, они тренируют ребёферов. So being a good rebirther is not a superficial thing. Для того, чтобы стать хорошим ребёфером, не нужно, это не сверх усилия должны прикладываться для этого. My job of training rebirthers from the very beginning in 1974 Я стал готовить инструкторов, ребёферов с 1974 года. is to empower people to operate from their own authority. И моя задача была научить их тому, чтобы они действовали, чтобы они действовали из понимания себя как авторитета. And people have a lot of barriers Но у людей было много барьеров against operating from their own authority. действовать из своей собственной ответственности, из своей авторитетности. And taking full responsibility for themselves. И у них были проблемы с тем, чтобы взять ответственность за себя, за свою жизнь. But to define rebirthing without that kind of a context makes rebirthing a very superficial thing. И не рассматривать подобные контексты, выхватывать из этого широкого контекста только дыхательную часть ребёфинга, это значит превратить его в поверхностную вещь. Giving a client 10 2-hour high-quality individual sessions takes a lot of self-esteem. Для того, чтобы дать своему клиенту 10 двухчасовых сессий ребёфинга, требует от ребёфера очень высокой самооценки. But every time you do that, your self-esteem raises. Но каждый раз, когда вы проводите сессию, ваша самооценка повышается. Every time you complete a successful relationship with your client and you give them the ability to breathe energy as well as air, your self-esteem goes through the ceiling. Каждый раз, когда вы проводите человека через дыхательную сессию и завершаете эту сессию таким образом, чтобы человек уже вдыхал воздух, а вдыхал энергию, тогда самооценка ребёфера поднимается до потолка. Because you have given people the breath of life, the gift of the breath of life. Потому что происходит то, что вы научаете своего клиента, человека, дышать дыханием жизни. The gift of the breath of life is the ability to breathe from the breath itself. И дар дыхания жизни – это возможность дышать самой жизнью. And so my goal in my relationship to every one of my clients is to teach them to learn to breathe from the breath itself. И моя задача во всех моих отношениях с моими клиентами заключается в том, чтобы научить их именно этому, как дышать дыханием жизни. To learn to breathe from the breath itself Учиться дышать самой жизнью. is the essence of rebirthing breathwork. Учиться дышать дыханием – это суть дыхательной техники, это суть ребёфинга. And when you can give that ability to people, И когда вы даете людям такую возможность, you're giving people the greatest gift that you can give them that's equal to the gift which their parents gave them of giving them a body.
вы даете этим людям дар такой ценности, который сравним с даром рождения, который ваши родители подарили вам. And in the early days of rebirthing breathwork, some rebirthers called themselves spiritual midwives. И ребёферы в начале развития ребёфинга называли себя еще духовными акушерами. And so the job of rebirthers is really to give people a realization, a practical realization of their natural divinity. Что дыхание, ребёфинг — это о силе, о мощи. The simple breathing rhythm, which we teach, Простой дыхательный ритм, которому мы обучаем, is the essence of spiritual power in the human body and mind. это суть духовной мощи человека, его сознания, его тела. Should be very wealthy. Поэтому ребёферы должны быть очень благосостоятельными. Rebirthers should be very successful and very wealthy. И ребёферы должны быть очень успешными, очень состоятельными. And the only reason they're not is because of the problem of self-esteem. И единственная причина, которая не дает им быть состоятельными, это их проблема с самооценкой. You have to remember how valuable what you have to offer is. Ребёфер всегда должен помнить о том, насколько ценно то, что вы предлагаете людям. And when you do, and allow other people to experience it, you become very successful. Когда вы понимаете ценность этого сами и даете возможность другому человеку пережить это, тогда вы становитесь все становятся очень успешными. So I'll talk about the second definition for a few minutes. Хочу немножко поговорить о втором определении ребёфинга. When I graduated from college and desired to become a complete human being, Когда я закончил колледж и решил сделать себя совершенным живым существом, I looked at all my college professors, я посмотрел на своих профессоров в колледже, and I wasn't very impressed. и я не очень был воодушевлен. And so I started looking for complete human beings to learn from. И тогда я стал искать других учителей, завершенных, реализованных учителей, чтобы учиться у них. And so whenever I heard of a popular spiritual teacher, И каждый раз, когда я слышал о популярном духовном учителе, whether they were from the east or from the west, I checked them out. Я их исследовал, жили ли они на Западе или на Востоке, я проверял их. And I checked out all of them. И я проверил всех. And so I wondered who had the solution to this problem of becoming a complete human being. И я искал человека, учителя, который знает ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы стать совершенным человеческим существом. And the more I looked, the more disappointed I became. Чем больше я искал, тем больше разочаровывался. And I looked in the medical profession. Я искал в среде медицины. Because they're supposed to have the answers to health, right? Думается, что врачи могут иметь ответ на этот вопрос. But if you study the medical profession, Но если начать изучать медицину, in the United States, if you're an average person, you will live to be 77. Обычный человек в Америке живет до 77 лет. But if you're a medical doctor, you'll only live to be 58. Но если вы врач, то вы живете в среднем до 58 лет. So it's obvious that they don't have the solution to this problem. Становится ясно, что эти люди не имеют ответа на вопрос. But luckily, I read books about immortal yogis. Но, к счастью, мне попались книги о вечно живущих йогах.
And before that, I had become, or in the process of reading books about immortal yogis, I had come across the idea of physical immortality. И еще до этого мне встретилась идея физического бессмертия. And so, see, the idea of physical immortality is not just to live longer. И быть физически бессмертным означает не только жить долго. The idea is to enjoy life. А идея в том, чтобы получать удовольствие от жизни. And if you enjoy life, если вы получаете удовольствие от жизни, and you have the secrets to health and happiness, тогда у вас есть секрет, у вас есть ключ к здоровью, к счастью. then first of all, living longer is desirable. Ну и жить долго – это желательно. Because if you're miserable, the sooner it ends, the better, right? Потому что если вы несчастны, то счастливым лучше жить долго счастливым человеком. And so physical immortality is a natural effect of learning happiness. Физическое бессмертие – это такой естественный способ изучать, что такое счастье и сделать себя счастливым. Mastering happiness and personal fulfillment. И стать мастером счастья в своей жизни, мастером полной реализации. So when I learned about, and so I read all the books about physical immortality, and I noticed that most of the authors of these books died. Я прочитал много книг по теме физического бессмертия и исследовал авторов. Я понял, что большинство авторов этих книг умерли. And so I decided not to trust anybody who taught physical immortality unless they were at least 300 years old. И тогда я принял для себя решение не доверять никаким авторам, людям, которые пишут, говорят о физическом бессмертии, если только им не больше 300 лет. I've read that there are Russians that are over 150 years old. Я читал об одном русском, которому было больше, чем 150 лет. I haven't met one, but if I keep coming to Russia, I'm sure I will. I haven't met one yet, but if I keep coming to Russia, I'm sure I will. Пока я лично не встретил физически бессмертного в России, но буду возвращаться в Россию и уверен, что я встречу. But even 150 is not impressive. Но для меня 150 это малый срок, это не впечатляет. And so I decided that if I met an immortal yogi, they would have to be at least 300 in order for me to trust them. И я для себя решил, буду доверять только тому бессмертному йогину, которому не меньше 300 лет. And so I learned that there were immortal yogis in India, and so I went to India the first time in 1977 to find one. И я решил, что я в Индии найду бессмертного йога, который уже прожил столько лет, и в 1977 году я приехал в Индию. Because I still wanted to be a complete human being in order to be a good rebirther. Потому что я очень хотел быть хорошим ребёфером и быть завершенным, реализованным человеком. And so the first time I went to India, I didn't meet any. И когда я первый раз поехал в Индию, я там не встретил ни одного бессмертного йогина. But I met a very powerful yogi who was better than anybody I'd ever met in the Western world. Я встретил там одного чрезвычайно сильного йога, подобно которому я не встречал никогда в западном мире. And this yogi could heal 5,000 people in one day. И этот йог мог исцелить 5000 человек в один день. And when he did that, at the end of the day, he would allow his body to be examined by medical doctors. И он работал в течение дня, и в конце этого рабочего дня он позволил докторам изучить свое физическое тело. And the doctor said, "You are the sickest person we have ever met in our career. You couldn't possibly live for 24 hours." И врачи сказали, мы никогда в жизни не видели более больного человека, мы думаем, что через 24 часа ты умрешь.
And so the yogi said, well, come back and examine me in 24 hours and see if I'm still alive. И йог сказал, возвращайтесь через 24 часа и проверьте, посмотрите, жив я еще или нет. So they came back in 24 hours and they re-examined his body. And they said, you are the healthiest person we have ever seen in our career. Они вернулись через 24 часа, исследовали его тело и сказали, это самый здоровый человек, которого мы когда-либо видели за всю свою карьеру. Well, he earned my respect. И вот это вызвало мое большое уважение. And so I learned as much as I could from him. И я постарался получить от него как можно больше. But he didn't believe in physical immortality and he since died. Но он не верил в физическое бессмертие и вскоре умер. But he taught me something very valuable. Но он научил меня некоторым очень ценным вещам. He said that if rebirthing is not attached to mantra yoga, the practice of mantra yoga, it will just be a passing fad. Он сказал, что если не заниматься мантрами, не быть в мантра-йоге, то просто дыхательные сессии – это всего лишь трата времени. And so I listened to that and thought about it for a long time. И я думал об этом очень долгое время. And in the meantime, I incorporated mantra yoga into my daily life. И за это время я включил работу с мантрами в свою ежедневную жизнь. But the rebirthing movement, as I started it, was connected to mantra yoga. Ребёфинг, которым я занимался, был связан с мантрами, с мантра-йогой. In the form of affirmations, because a mantra is just an affirmation. В виде аффирмаций, потому что фактически мантра – это ведь аффирмация. In fact, the science of affirmations is, which I taught to everybody who I gave rebirthing sessions to, is also the science of mantra yoga. Каждому человеку, которого я обучала ребёфингу, я говорил, что звучание аффирмации – это фактически звучание мантры. The only difference is that an affirmation is in English or Russian, and a mantra is in Sanskrit. И неважно, на каком языке звучит аффирмация, на английском или на русском, или неважно то, что мантра звучит на санскрите. But I experimented with Sanskrit mantras. Я экспериментировал с мантрами на санскрите. And learned a lot from that. И очень много получил из этого исследования. And I have taught mantra yoga to everybody that I could in the rebirthing movement. И во всем движении ребёфинга я пытался распространить идею, обучал всех пению мантр. And what I noticed is that wisdom from that great yogi was true. И на своем опыте я убедился в том, что эта мудрость, которую я получил от этого великого йогина, это истина. And many rebirthers who were very good rebirthers and very financially successful rebirthers are no longer doing rebirthing. И многие ребёферы, даже успешные ребёферы, оказывается, вовсе не ребёфингом занимаются. And the reason is because they rejected the idea of mantra yoga. И в частности, это происходит потому, что они отвергают идею, значение мантры йоги. So here's the basic idea of mantra yoga. И вот в чем заключается основная идея мантры йоги. It is to find the highest quality thought in the universe. Найти мысль самого высокого качества, какая только есть во Вселенной. And then to master that thought. И стать мастером этой мысли, отработать ее. And when you master that thought, и когда вы станете мастером этой мысли, then you build spiritual strength into your mind and life. Тогда ваше сознание, вашу жизнь войдет огромная духовная сила. And you don't have to limit yourself to one mantra, but you can't master two mantras until you've mastered one. You don't have to limit yourself to one mantra. Не нужно ограничивать себя одной мантрой.
But you can't master 2 mantras until you've mastered 1. И нужно научиться петь 2 мантры, и тогда научитесь хорошо исполнять одну, мне кажется. And so I'm still working with the same mantra. Я работаю с одной и той же мантрой. From 77 until 2003 is 36 years, right? И с 1977 года до сегодняшнего года 36 лет. I'm still working with the same mantra for 36 years. Я работаю с одной и той же мантрой на протяжении 36 лет. And it's more interesting today than it was 36 years ago. И мне с ней даже работать сейчас более интересно, чем это было раньше. And it gets more interesting every year. И становится все интереснее и интереснее с каждым годом. And that mantra has produced all kinds of miracles in my life. И в моей жизни эта мантра создала огромное количество чудес. But I can't tell you which time I did the mantra created which miracle. Но я не могу сказать, что именно создало чудеса, которое мое исполнение мантры вызвало чудо. Because every single thought, no matter how good or how bad it is, produces the same amount of electrical charge. Любая мысль, независимо от того, какая она хорошая или плохая, вызывает к жизни электрический заряд определенной мощности. So every thought is equal in power. По своей мощи любая мысль одинакова, Taken by itself. когда она берется отдельно. But it's like if you take a piece of thread, you can easily break it. Когда вы возьмете нитку, одну нитку, ее легко разорвать. But if you take several pieces of thread and you put them together, it's more difficult to break. Но если сложить несколько ниток вместе, то разорвать их очень сложно. And if you take several pieces of rope and you put them together, they become impossible to break. А если взять несколько веревок и сложить вместе, то просто невозможно разорвать. And you can make rope that is powerful enough to lift this building. И можно создать такую веревку, которая будет достаточно прочная, чтобы все это здание поднять на воздух. The building might be destroyed by the rope, but the rope won't be destroyed. Само здание может быть разрушено, но веревка останется целой. And that's the way it is with mantra. И то же самое с мантрой. We incorporate the power of one thought, and as we master that, then we can add other thoughts. И мы становимся мастером одной мысли, и можем тогда переходить работать с другой мыслью. And when you stop to think about it, there's nothing else to do in life but to have some favorite thoughts and to master them. И фактически что мы можем делать в жизни? Выбирать какую-то мысль и отрабатывать ее, становиться мастером этой мысли, потом переходить к другой. If we don't, we are forever immersed in mental garbage. У каждого человека огромное количество ментального мусора. And we become the victims of our own mental garbage. И человек может стать жертвой своего собственного ментального мусора. So, I became very lucky the second time that I went to India. Но я был очень счастлив, когда я второй раз поехал. I met an immortal yogi who was 9,000 years old. Я в этот свой приезд встретил бессмертного йога, которому было 9000 лет. Can you imagine what it would be like to meet a person who's 9,000 years old? Представьте, каково бы вам было, чтобы пережили, если бы встретили человека, которому 9000 лет. Do you think they might be the most intelligent person you ever met? Как вы думаете, был ли бы это самый умный человек, которого вы когда-либо встречали в своей жизни? Well, that was my experience. Это был мой опыт. In fact, when I was around this person, I could receive as much as I could hold.
Фактически, когда я был рядом с этим человеком, я мог получить, как бы удержать внутри себя, я получал только то, что я мог удержать. Я мог удержать не так много, мне давалось больше. And I couldn't hold enough in a month, and so I used to go back year after year to get more. И в течение месяца я был рядом с ним, и мне было сложно принять все то, что он давал мне. И я стал приезжать туда каждый год. And I met a yogi who was 380. И я встречал йогов, которым 380 лет. And I met two yogis that were 2,000. И я встретил двух йогов, которым 2000 лет. And when I was driving back to civilization after spending time with this 2,000-year-old man, и когда я возвращался опять в цивилизацию, после того, как я провел время с человеком, который 2000 лет, I was meditating on the experience. Я медитировал на свой опыт. And I realized that his presence was so light that it felt like I was being with a feather. Я понял, что его присутствие было настолько легким, как будто рядышком со мной было перо. And I thought it felt like he had been working on himself for 2,000 years. И я подумал, как он хорошо поработал со мной в течение этих 2000 лет. And then I laughed at my amazing intelligence. И я засмеялся своей собственной потрясающей мысли. Because he had been working on himself for 2,000 years. Потому что он на самом деле действительно работал над собой эти 2 сотни лет. 2000 лет. And I also noticed when I met him several times. Я встречался с ним несколько раз. And I noticed that he taught me with energy as well as with words. И я понял, как он меня обучал. Он меня обучал через энергию и через слова. In fact, I could feel the energy get planted in my soul. Я чувствовал, как в мою душу входит новая энергия благодаря ему. And I went on meditating about that energy for years. Я медитировал, был с этой энергией в течение многих лет. And I realized that I learned more in being with this yogi in one day than I could learn if I got a PhD. И я понял, что находиться рядом с этим йогом даже в течение одного дня может научить меня намного большему, чем защита диссертации. The only difference is that the knowledge is more valuable. И я подумал, что то знание, которое я получаю от него, намного более ценное. And more practical. Более практическое. So, the problem in the Western world is that we have become addicted to learning in words. Проблема в западном мире состоит в том, что люди стали быть привержены обучению через слова. And learning with energy is invisible. Обучение через энергию – это не видно. Это не видно. Except to those who can perceive it. Это видно только тем, кто может воспринимать, кто может видеть. And so I would have given up this spiritual enlightenment business the first year if I had become limited to words. И я бы, наверное, бросил заниматься трансформационным бизнесом в течение первого же года, если бы считал, если бы любил передавать свой опыт, свои знания только через слова. And so luckily I discovered Rебёфинga. Я был очень рад обнаружить Ребёфинга. And so I wasn't limited to words. И мне не нужно было быть ограниченным словами. And so sometimes I do enjoy talking. Правда, иногда я люблю поговорить. You can see that I'm having fun tonight. Например, я сейчас перед вами говорю. And so I don't neglect words. Я не отрицаю значение слова. But I'm definitely not limited to words. Но я, безусловно, не ограничен
учение через And I'm happy that I don't have to use them most of the time. И я счастлив, что мне не обязательно пользоваться словами все время. So after meeting these immortal yogis, I decided to digest the common denominators of their lifestyle. И после встречи с этим бессмертным йогом я подумал, что мне нужно исследовать его образ жизни, что делает его бессмертным. So that I could practice them myself. Чтобы выделить эти качества и начать практиковать их самому. And share them with other people. И затем делиться ими с другими людьми. And so I want to share them with you now. И я хочу поделиться сейчас этим с вами. And it'll just take a few minutes. Нам нужно несколько минут. Then we can have some questions. И потом вы сможете задать вопросы. So, first principle is mind. Первый принцип – это мозг. Сознание. Somebody want to come up and write the Russian? Будьте добры, напишите на русском, пожалуйста. Мозг, сознание, интеллект, разум. So I've already talked about mantra a little bit. Я хочу еще немножко поговорить о мантре. And the mantra that I've been practicing for 36 years is Om Namah Shivaya. Это мантра, которую я практикую более 36 лет, это мантра Ом Намах Шивая. 36. Oh, you're right, 20. Нет, вы правы, 26. And Om means infinite being. И она, Ом, это слово означает бесконечное существование, бесконечное существо. And Shivaya means infinite intelligence. А Шивая означает бесконечный ум. And Namaha means infinite manifestation. Намаха означает бесконечную манифестацию. And so then Om Namah Shivaya is just a statement of our natural divinity. Вся мантра Ом Намаха Шивая означает наше утверждение нашей бесконечной вечной жизни. And so the second principle of mind mastery is to study and master the religious scriptures. И я думаю, что следующая часть работы с мозгом, с умом, scriptures, это работа с религиозными текстами. So I've noticed that religion is not too popular in Russia. Я заметил, что религия не очень популярна в России. But it's, see, if you're an immortal yogi, Но если вы бессмертный йог, you're going to live a long time. вы будете жить вечно, долго, And you have to have something to do with your time. и вам нужно как-то чем-то заниматься в часы досуга. So after you've made your first $1,000,000 rubles, И после того, как вы сделаете свой первый 1,000,000 рублей, then you have to have something to do with your mind. вам нужно будет чем-то занять свой ум, The mind is always wants to be busy. потому что мозг всегда хочет быть занятым чем-то. And so God knows that. И Бог знает это. And He's created all of the religions as gifts for us. И Он создал большое количество религий как дар нам. But we have to study each of the scriptures of the great world religions in order to accept this gift. И для того, чтобы принять этот дар, нам нужно изучать тексты основных религий мира. And so I would recommend that you devote at least a year
to reading the Bible. И я бы рекомендовал вам посвятить хотя бы год чтению Библии. And I would recommend that you devote at least a year to reading the Quran. И я бы порекомендовал вам посвятить год чтению Корана. And the Bhagavad Gita is the smallest scripture in the world. И Бхагавад-гита это самая самая маленькая, короткая религиозная книга. So you only need one evening to read the Bhagavad Gita. Вам нужен всего один вечер для того, чтобы почитать Бхагавад-гиту. But you might want to meditate on it for a year. Но медитировать на нее нужно год. And so then when you run into some of the great scriptures from India, и если изучать древние рукописи Индии, like the Shiva Purana, for example, как Шива Пурана, например, I recommend that you meditate for at least, give yourself at least 10 years to read the Shiva Purana. Для того, чтобы медитировать на эту книгу, дайте себе хотя бы 10 лет. And I'm going to meet a yogi, hopefully, in India in November. Я надеюсь, что в этом ноябре я в Индии встречу йога, And this yogi is over 100 million years old. которому больше 9000 лет. Больше 100 миллионов лет. That's off the Russian map, right? Да, русским трудно это представить. To conceive that there is a yogi who's over 100 million years old is off the Russian intellectual map. Это вне, так сказать, карты сознания русского человека представить, что йога может жить столько лет. And so this yogi took 3,000 years of meditation to write one book. И этому йогу понадобилось 3000 лет для того, чтобы медитировать на написание одной книги. And that book is one of the greatest scriptures in the world. И эта книга одна из самых замечательных религиозных книг на свете. And so when you run it's called Thirumantaram is the name of the scripture. Вот название этой книги. Thirumantaram. Thirumantaram. Is the name of the scripture. Название этой книги. And when you run across that one, I recommend that you give yourself at least 10 years to study that scripture. И когда вы встретитесь с этой книгой, медитируйте, трудитесь над ней 10 лет. So there's a lot of other things that I can say about the mind. Можно еще много говорить о том, что такое мозг, ум. But we have to feed our mind every day. Нам необходимо давать пищу своему мозгу ежедневно. We have 50,000 thoughts per day. Мы имеем 50 тысяч мыслей в день. And we have to take control of all 50,000 of them every day. И нам нужно контролировать такое огромное количество мыслей ежедневно. Otherwise, we fill our mind with garbage and we use our mind to destroy ourselves. Иначе наш мозг начнет разрушать нас, потому что он будет наполнен мусором. I'll just say one more thing about the mind. Еще одна вещь о разуме. In Brazil, they did a study of people В Бразилии было проведено исследование and the human mind. О мозге, о человеческом мозге. And they discovered that people relive the same memories 95% of their whole life. И было результатом этого исследования было то, что пришли к выводу, что мы сохраняем, They keep reliving the same memories. да, мы переживаем, все время находимся в одних и тех же воспоминаниях, в одних и тех же мыслях 98% своего времени. And they experience creativity less than 5% of their whole life.
А как бы творческая составляющая это менее 5% человеческого существования. So most people are out of control of their life 95% of the time. Люди в 95% своей жизни, своих жизненных ситуаций находятся вне состояния контроля. And we are actually creating our life less than 5% of the time. И получается, что мы фактически создаем свою жизнь, исходя только из 5%. Because our minds are filled with so much noise. Потому что наш мозг наполнен таким количеством шума. From our emotional memories that we can't think about anything but the noise. И причина в том, что мы очень эмоционально шумим, поэтому ничего не слышим, кроме своего собственного эмоционального шума. And so, conscious breathing does give us a partial vacation from that noise. Осознанное дыхание позволяет нам пойти в отпуск, немножко приостановить этот шумовой фон мозга. And so that is what I call the principle of air purification. И это я называю принципом очищения через воздух. And the immortal yogis were the only people that I could find on the planet who knew how to breathe. И я заметил, что эти бессмертные йоги — это единственные люди на планете, которые знают, как дышать. And so every adult that I ever met thought that they could breathe. И каждый взрослый человек, которого я когда-либо встречал, каждый думает, что он знает, как дышать, что он умеет дышать. And that was the basic problem that I had in marketing Rебёфинga. И вот это вот основная проблема моя в продвижении Ребёфинга на рынок. And so I used to say, well, you think that you know how to breathe, come and breathe in my presence for an hour and see if anything unusual happens. Я говорю, раз вы утверждаете то, что вы умеете дышать, хорошо, подышите в моем присутствии в течение часа и посмотрим, что с вами произойдет. And so they were amazed after breathing for 1 to 2 hours in my presence to find out what they learned about breathing. И они были потрясены тем, что с ними происходило в течение их дыхания, в течение часа или 2 в моем присутствии. And I taught people in their 90s, and they said, how is it possible for me to be on this planet for 90 years and not know how to breathe? И люди говорили, как же так, я такую жизнь прожил, там 90 лет прожил, и я еще, оказывается, и не знал, что такое дыхание на самом деле. And so breathing is one of the techniques that yogis use to keep themselves happy. И осознанное дыхание – это та техника, которую используют бессмертные йоги для того, чтобы оставаться бессмертным, быть счастливым. And so the next principle is earth purification. И следующий принцип – это очищение посредством земли, контакта с землей. Two basic ideas of this are our relationship to food and our relationship to exercise. И основные принципы очищения через контакт с землей – это осознанная пища, это пища и упражнения. And I noticed that all the immortal yogis were vegetarians. Я заметил, что все бессмертные йоги были вегетарианцы. This morning I just read an article about a doctor Сегодня утром я прочитал статью об одном враче, who was dying of heart disease. который умер из сердечной болезни. And his medical associates offered him all kinds of operations and medical procedures in order to solve this problem. И его товарищи, коллеги, врачи предлагали ему разные типы операций на сердце для того, чтобы вылечить его. And he said he rejected all of these operations and medical procedures, and he told his medical associates that they were against my religion.
И он отверг все эти предложения, отказался от всех лекарств, от операций, сказав, что это входит в конфликт с моими религиозными убеждениями. And they asked him what his religion was. И они спросили его, что же за религия у тебя? And he says, I'm a coward. I don't want to die. Он сказал, что я трус, я не хочу умирать. And none of the medical pressures, the medical alternatives, offered him a solution to that problem. Ну и тогда ему The solution was operations, medical procedures. ему говорят, мол, делай операцию, медицинские применяй методы для того, чтобы выстрелить. And he was a medical doctor. Он был сам врачом. And he realized that all of these solutions would lead to his death. И он понимал, что все эти решения, которые ему предлагают, приведут его к смерти. And so he left the medical alternatives. И он оставил все медицинские возможности. And started looking for other alternatives. Стал искать другие возможности. And the alternative that he found at work was changing his diet. И ту возможность, которую он обнаружил для себя, это была диета, изменение своей диеты. And learning to exercise. И определенный тип упражнений. Rebirthers fail because they are in poor physical condition. И ребёферы перестают быть успешными, если они плохо содержат себя в своем теле. And rebirthers die because they're in poor physical condition. И ребёферы умирают из-за своей плохой физической формы. And so rebirthing, when it's taken out of the context of becoming a complete human being, works only temporarily. И ребёфинг, вырванный из контекста вот такого стремления к подобному роду совершенству, это ребёфинг, работающий только некоторое время. If you want to know the consequences of eating meat, Если вы хотите знать о том, каким последствиям приводит употребление мяса, just visit your local hospital. Сходите в ближайшую больницу. And you will find out what this medical doctor found out. You will discover what this medical doctor discovered. И вы обнаружите то, что обнаружил вот этот врач, о котором я сейчас говорю. Which is, if you eat meat, you'll die of cancer or heart disease. Вы узнаете, что если есть мясо, то человек умирает от рака или от болезни сердца. It's not a secret. Это не секрет. When I visited these immortal yogis, Когда я встречался с этим бессмертным йогом, I noticed that they all practice the rule of bathing twice a day. я заметил, что они все, со всеми йогами, с кем я встречался, я заметил, что они все практикуют пребывание в воде дважды в день. And I was so addicted to my own habits Я был очень привержен своим собственным привычкам. that it was 2 years before I tried it. И прошло 2 года перед тем, как я стал тоже пользоваться этой практикой. And 1 month, I decided to bathe twice a day, every day, for a month. И однажды я принял решение, весь последующий месяц я буду принимать ванну дважды в день. And the results were so spectacular that I've never stopped. И результат был такой великолепный, что я уже не стал останавливаться. Because bathing twice a day cleans your energy body. Потому что если принимать ванну дважды в день, тогда у нас появляется отличный способ очищения своего энергетического тела. I also noticed that these immortal yogis did a fire ceremony every day. Я также заметил, что бессмертные йоги каждый день проводят церемонию огня. And I didn't understand that for 5 years. В течение 5 лет я не мог понять это. In fact, in 1981 is when I
discovered the healing power of fire. И в 1981 году я обнаружил необыкновенную исцеляющую силу огня. I had been giving training rebirthers every week for 6 years. Я занимался с ребёферами каждую неделю в течение 6 лет. And I was having a lot of fun. I was having a lot of fun. Да, и мне было очень весело. I was very successful. Я был очень успешным. But I was doing 2 trainings in Sweden. Я проводил 2 тренинга в Швеции. And at the end of the first training, В конце первого тренинга, when it was time for me to get up in the morning and go to the second training, когда мне нужно было встать утром и пойти на следующий тренинг, it was impossible. It was impossible. Было невозможно. I did not have enough physical strength, emotional strength, or physical strength to get out of bed. У меня не было никакой возможности ни физической, эмоциональной, энергетической встать с кровати. And so luckily, I was traveling with another trainer, and that trainer started the training without me. К счастью, со мной был еще один тренер, с кем мы путешествовали, и этот тренер начал работу вместо меня. And I couldn't get out of bed the second day. И на следующий день я также не мог встать с постели. Or the third day. И на третий день. So since I was not able to move for 3 days, I had time to think. И у меня не было возможности, так как у меня не было возможности двигаться в течение 3 дней, у меня было время подумать. And I realized what my problem was. И я понял, в чем суть моей проблемы. I had been teaching rebirthing and physical immortality for 6 years. Я обучал ребёфингу и идее физического бессмертия в течение 6 лет. And I realized that I had absorbed the death urge of my students. И я понял, что я все это время наблюдал стремление к смерти, зов смерти в своих клиентах. In 1967, long before I discovered rebirthing, I healed the death urge which I learned from my parents. И в 1967 году, еще задолго до того, как я открыл ребёфинг, я исцелил свое неосознанное стремление к смерти, которое я получил от своих родителей. But as a result of teaching rebirthing and physical immortality for 6 years, I had a death urge which was worse than the one that I learned from my parents. Но в результате 6 лет работы в ребёфинге и с идеей физического бессмертия мой, так сказать, зов смерти, стремление к смерти еще только стало хуже, чем то, что я получил унаследовал от своих родителей. And so I realized that it didn't have very much integrity to work myself to death teaching physical immortality. И я понял, что я еще недостаточно интегрирован, и мое отношение со смертью еще недостаточно проработано, чтобы учить других людей физическому бессмертию. And so I stopped working for a year. И я прекратил работать на год. And I tried everything that I could think of in order to rehabilitate myself. И я стал искать различные способы для того, чтобы привести себя в порядок. And one day I was having a fire in the forest. И однажды я был в лесу около костра. And I realized that it made me feel better. И я понял, что костер помогает мне чувствовать себя лучше. And the more time I spent with the fire, the better I felt. И чем больше времени я проводил рядом с огнем, тем лучше я себя чувствовал. And so I went back and built the fire the next day and sat with it all day. И я вернулся, и на следующий день опять разжег как костер, уже находился рядом с ним дольше. And the next day. И на следующий день тоже. And the next day. И следующий день. And every day. I felt better. И каждый день я чувствовал себя лучше. And better. И лучше, и лучше. And so I spent 10 hours a day with the fire, at least 3 days a week for a year.
И в течение года, почти 3 недели, я проводил по 10 часов в день, по 10 часов в день у открытого огня. And so I was as crazy as Igor Tchaikovsky. Я был таким же сумасшедшим, как Игорь Чайковский. How many of you know Igor Tchaikovsky? Кто знает Игоря Чайковского? Okay, well, you know, Igor had a problem and he got in the swimming pool and stayed there for 30 days. У него проблема, он как попадает в бассейн, он там на 30 дней остается. That's a very crazy thing to do. Это сумасшедшая вещь. And so but it worked. Но это работает. It healed him. Это исцеляет. And it's healed a lot of other people since. И исцеляет, уже исцелило большое количество людей. And so I spent a year with the fire. И я провел год рядом с огнем. And it worked. Это сработало. It healed me. Это исцелило меня. And so, since 1981, I have built fire into all of my trainings. И с 1981 года я стал выжигать костры на всех своих тренингах. Because those of you that have done rebirthing, you've experienced the healing power of the breath. Те люди, которые начинают заниматься ребёфингом, понимают исцеляющую силу огня. Which is air. Воздуха. And Igor demonstrated the healing power of water. Игорь Чайковский продемонстрировал мне исцеляющую силу воды. Igor has taken old people who had terminal disease and kept them in the bathtub for 3 months. Игорь так лечит людей с очень сложными болезнями. Он предлагает человеку быть в воде в течение 3 месяцев. It's a very radical thing to do. Это радикальный способ лечения. But it healed their diseases. Но эти смертельные болезни исцеляются в результате этого. And I take therapists, whether they're rebirthers or not, and put them in the forest, and if I can keep them there for a month to 3 months, they become rehabilitated. И я приглашаю людей, ребёферов или других терапевтов в лес к огню, и если они могут там провести 3 месяца, то они становятся интегрированными. And I've maintained a full-time training center that operates 24 hours of every day since 1974. С 1974 года у нас есть центр, место, которое работает, которое открыто 24 часа в день. And if I take a person who has AIDS or various terminal diseases, and they are willing to go to the training center and stay there until they get healed, doing these practices. И мы туда приглашаем людей со СПИДом, с другими смертельными болезнями в наш центр на несколько месяцев и даем им возможность исцеления через контакт с этими элементами. So far it's worked every time. So far it has worked every time. И до сих пор все время этот центр работает, он все время открыт. And so the 6th principle is love. И 6-й принцип – это любовь. Harmonious relationships. Гармоничные взаимоотношения. And what I call spiritual community. И то, что я называю духовной общиной, духовным родством. And of course, politics is spiritual community for everybody. И политика – это духовная коммуна, общение, общность для всех людей. And so practicing love and community means to work with whatever disharmony exists and turn it into harmony. Те, кто практикует любовь и духовное родство, общность людей, у тех людей появляется отличный инструмент для привлечения гармонии в свою жизнь. So I'll just summarize by giving you the fundamental principle here. И сейчас я хочу подвести итог
обозначить главные принципы. Thank you. The secret that enabled the immortal yogis to be immortal Тот секрет, которым владеют бессмертные йоги, который позволяет им быть бессмертными, is first of all the awareness of the energy body. В первую очередь это осознание своего энергетического тела. And secondly, mastering the spiritual practices that enable them to keep their energy body clean and balanced. И во-вторых, это владение практиками, которые позволяют им поддерживать в чистом текучем состоянии свое физическое, энергетическое тело. And so, rebirthing is just a part of that context. Ребёфинг — это только часть этого контекста. And if you, rebirthing for you means the whole context. Ребёфинг для вас означает полный контекст. Then you have become a professor in the most exciting university in the world. И тогда можно стать профессором в самом потрясающем университете мира. Which will enable you to contribute to your own aliveness and the aliveness of everybody in your environment. И тогда это знание, это умение позволит поддержать свою собственную жизненность, осознанность и жизненность, осознанность всех людей вокруг. I have over 20 books and different kinds of writings, and they had time to translate one page before I got here, which I would like to pass out. There's not enough for everybody, but there's, so if any of you are couples, just take one copy. Я написал больше 20 книг, у меня очень много статей. Сейчас здесь у нас есть одна страничка, переведенная из того, что я написал. So now I'm open for questions. Сейчас, если есть вопросы, задайте, пожалуйста. There is a question. Yeah, next question. How did you find your own mind? Был вопрос о том, что такое ваша личная мантра. Есть ли у вас личная мантра, как вы ее нашли, как вы ее создали? Yeah. It's an interesting story. Это интересная история. I didn't believe in mantras in foreign languages until I met Babaji. Я не верил ни в какие мантры, ни на каких иностранных языках, пока я не встретил Бабаджи. And when Babaji gave me the mantra Om Namah Shivaya, И Бабаджи дал мне мантру Ом Намах Шивая. he told me it was the supreme mantra. Он сказал мне, что это самая сильная мантра. And when see, at that time I had been a Christian theological scholar. В то время я был очень христиански настроенным. And so it was difficult for me to accept that unless I could find it in the Bible. Мне было очень sложно принять эту мантру. Мне было бы легче, если я смог найти ее в Библии. And I didn't realize it was in the Bible until I met a rabbi, a Hebrew rabbi. И я понял, что эта мантра есть в Библии, когда я встретил одного раввина. And she said,
Om Namah Shivaya sounds a lot like Hebrew. Hebrew. И сказал, что вот это, что мантра Ом Намах Шивая звучит на идише. And Hebrew, in relation to English, is spelled backwards and written backwards. И на этом языке все пишется не так, как на английском языке читается, наоборот. And in Hebrew, Om Namah Shivaya is Yahweh Shem Omen. И вот так звучит прошу прощения, мантра Ом Намах Шивая, как сейчас было произнесено. And so I read the book of Exodus when the angel of the Lord gave the supreme name of God to Moses. И я читал одну из религиозных книг ситуацию, которая описывает то, как Моисею было ниспослано Божье благословение через ангела. And me and this Hebrew scholar realized that the mantra, or the name of the supreme name of God that was given to Moses by the angel who spoke to him. Right, and so Om Namah Shivaya is used not only in Hinduism but also Buddhism. И эта мантра также есть в буддизме, Ом Намах Шивая. And when I realized that it was also the supreme mantra of the Bible, и я понял, что это самая высшая мантра Библии также. Then it's the supreme name of God for the Hebrews, the Muslims, and the Christians. И я понял, что эта мантра самая главная во всех религиях, в христианстве, в буддизме и в исламе. And so that solved the theological problem. И для меня это решило все религиозные проблемы. About adopting that mantra. Когда я принимала это. But I still had other problems with it. Но у меня были другие проблемы. My other problem was the whole idea of repetition. У меня были проблемы с повторением. And so one day Babaji got my attention and he said, if you say the mantra correctly, you will have total power over the entire universe. Бабаджи сказал мне, очень важно мантру произносить очень тщательно, очень правильно. И когда произнесение мантры будет очень тщательно, тогда вы получите всю силу этой мантры. And so I concluded by my results that I wasn't doing it correctly. И я понял, что, может быть, не совсем я аккуратно пользуюсь этой мантрой. And so I thought maybe I should do it a few more times until I got it right. И я понял, что, может быть, мне нужно еще немножко повторять для того, чтобы правильно начать звучать. And on one of my travels to India, I met a yogi who said you have to repeat the mantra 24 million times in order to be the master of the physical universe. Однажды в одном из своих путешествий в Индии я встретил йогу, который мне сказал, нужно повторить мантру 24 миллиона. So I meditated on that, and I realized that if I said it 1,000 times a day, it takes about 70 years. И я подумал, помедитировал, понял, что если я огромное количество дней раз буду произносить эту мантру, то у меня уйдет огромное количество лет. To repeat it 24 million times. Чтобы повторить ее 24 миллиона раз, 60 лет у меня уйдет. And so I thought that was an interesting decision. Для меня это было интересное решение. To decide to do the mantra. Принять решение работать с мантрой, повторять мантру. At least 1,000 times a day for 70 years. По крайней мере, 10 тысяч раз в течение дня на протяжении 70 лет. 70 лет. And so when I complete that assignment, I'll come back and give you a report. И я себе дал такое задание, и когда я выполню это задание, которое я перед собой поставил, я перед вами отчитаюсь. So far I have 26 years. Пока только 26 лет.
Another question? Можно вопрос? Просят правильно произнести мантру. She asked you to pronounce it correctly. Pronounce the mantra correctly. Om. Yeah, Om is the first syllable. Om. Первый слог. And it's spelled both O-M and A-U-M. И так пишется O-M или O-U-M. Om. And the second word is Namaha. Второе слово произносится вот так. There's 3 syllables, na and ma and aha. And it's very important to include third syllable. Там 3 слога, и очень важно третий включить. And Shivaya includes the word Shiva, И третье слово Шивая включает слово Шива, which is the Sanskrit word for God. Что означает Бог на санскрите. And it includes the word Shivai, which is the feminine name of God. И включает слово Шивая, что является женским именем Бога. Shivaya is the name of the Divine Mother. Шивая – это имя Божественной Матери. And Shivaya includes the masculine principle. А Шивая также включает и мужской принцип. And so when you say Shivaya, you're including the neuter, the feminine, and the masculine. И когда вы произносите это слово, вы объединяете мужское, женское, Neuter, feminine, and masculine. Нейтральное, мужское и женское. Good. Next question. Еще Вы сегодня говорили много о долголетии, о вопросе бессмертия. Вы сегодня много говорили о долголетии, о вопросе бессмертия. Если человек живет по принципу здесь и сейчас, И если человек живет по принципу здесь и сейчас, в состоянии полноты любви, в состоянии полноты любви, радости, счастья, состоянии любви, радости и счастья, гармонии с собой, гармонии с собой, с окружающей природой, гармонии с природой, он достигает в течение месяца, года он достигает в течение месяца, года большей реализации, чем другие люди, большей реализации, чем другие люди. допустим, в течение нескольких тысячелетий лет. Чем другие люди в течение тысячи лет. 2-3 тысячелетий лет. Так имеет ли смысл тогда такое внимание к вопросу? Имеет ли смысл так много уделять вопросу внимания смерти? Смерти вообще долголетие. Well, you have to master a lot of things to live in here and now. Нужно отработать большое количество вещей для того, чтобы уметь жить здесь и сейчас. Living in the here and now is a wonderful principle. И жизнь здесь и сейчас – это прекрасный принцип. But by itself, it's very superficial. Но сам по себе это очень поверхностно, сама по себе это очень поверхностная вещь. I've noticed that a lot of people who live in the here and now have trouble paying their rent, for example. Я заметил, что очень многие люди, которые отлично живут здесь и сейчас, не могут оплатить свои счета. And I don't know very many people living in the here and now who are capable of living without food and shelter. И
есть масса людей, которые отработали пребывание здесь и сейчас, но им также нужен дом, им кров, им также нужна пища. And as soon as you bring food into your life and shelter into your life, you bring in the whole money system and all of economics and politics. Но как только у человека появляется потребность в пище и потребность быть под крышей своего дома, он тут же вовлекается в социальную, экономическую, политическую жизнь. And so people who are living in the here and now, who are not exercising their economic and political responsibilities, don't deserve to live at all. И те люди, которые прекрасно живут здесь и сейчас, но не отработали своей ответственности политической, экономической, они вообще не заслуживают права жить. At the level of deserving. At the level of deserving. Да, на уровне заслуг, да? Which means at the level of responsibility. Что означает уровень ответственности. So we have to be politically responsible. Мы обязаны быть политически ответственными. And so you can live in the here and now, and if you're not politically responsible, you'll die just like people who don't live in the here and now. И тот, кто живет здесь и сейчас, но не является политически ответственным человеком, он также умрет, как и тот, который не живет здесь и сейчас. That's also validated by the statistics. И тому есть доказательства статистики. Next question. Еще вопрос. Вы упоминали о практике дыхания энергии, о своей практике дыхания энергии. Вы упоминали о практике дыхания энергии, своей практике дыхания энергии. Нельзя ли об этом немножко подробнее? Нельзя ли об этом немножко подробнее? Чем это отличается от пранаямы классической? Чем это отличается от классической пранаямы? You spoke about your air energy practice. What is the difference between your air energy practice and classical pranayama? Well, if people who practice classical pranayama have learned to breathe from the breath itself, then it's the same. Если люди, которые занимаются классическим дыханием в пранаяме, учатся дышать у самого дыхания, тогда нет никакой разницы. And so I personally taught rebirthing to classical prana yoga teachers who taught prana yoga for 20 years, and they said that their first rebirthing session is the first time that they experienced the power of prana yoga. У меня были ситуации, когда я обучал учителей пранаямы Ребёфингу, давал сеансы Ребёфинга тем людям, которые 20 лет уже преподавали к тому времени пранаяму. И они сказали мне, что эта первая дыхательная сессия была такой мощной и такой удивительной, что они впервые ощутили значение пранаямы во время этой сессии Ребёфинга. And so Babaji, my 9,000-year-old yogi friend, called rebirthing an American form of prana yoga. И один бессмертный йог, Бабаджи, которому больше 9000 лет, называл Ребёфинг американской формой пранаямы. And so I don't hesitate to use the term prana yoga. Я даже не колеблюсь, я использую этот термин пранаяма йога. It's as difficult to communicate the power of prana with the words prana yoga as it is with the word rebirthing or conscious breathing. It is as difficult to communicate the power of prana with the words prana yoga as it is with the word rebirthing or conscious breathing. Но значение, силу, мощь праны
также трудно передать просто через слово пранаяма-йога, так же, как и только через слово Ребёфинг трудно передать ту мощь, силу осознанного дыхания, которая в нем заключается. Next question. Вопрос. Меня интересует, играет ли какую-нибудь роль количество огня или воды, то есть хватит для Меня обычного, интересует количество, какую роль играет количество огня или воды. Ну вот при очищении, то есть достаточно ли просто принятия души и просто пламени свечи? Ли просто принятие душа И пламени свечи. И пламени свечи. Температура воды, объем. И температура воды. То есть какие факторы там наиболее важны? Да, какие факторы наиболее важны? I'm interested, what amount of water we need to take? Is it enough to have a shower? Or for how long we need to be at the fire? Maybe it's enough right to just to be near the candle. And what must be the temperature of the water? Well, the answer to the question is to clean your energy body. Главная задача, ответ на ваш вопрос, это очищение энергетического тела. And so when you take a shower, you have an experience of cleaning your energy body. И когда мы принимаем душ, мы тоже очищаем свое энергетическое тело. And if you soak in the bath water, and if you soak for 15 minutes or 30 minutes or 60 minutes, then you have a different experience. Но если мы находимся в ванной 15 минут, там, полчаса, час, мы имеем разный опыт каждый раз. And in my daily life, I usually like to take a shower before and after my bath. В своей ежедневной жизни я люблю принимать душ до и после ванны. And during most of it, I use hot water. Both. И каждый раз и под душем, и в ванной я предпочитаю использовать горячую воду. And I always end it with cold water. Но всегда заканчиваю холодной водой. Because warm water opens the chakras and cleans them. Потому что горячая вода открывает чакры и очищает их. And cold water closes the chakras and cleans them. А холодная вода закрывает чакры и очищает. And so the amount of time which I need is dependent upon what I did before I took the bath. И то количество времени, которое я провожу в ванной с водой, сильно зависит от того, чем я занимался до этого раньше. If I stay away from people, I don't need to bathe very long. Если я нахожусь далеко от людей, мне не нужно потом долго находиться в ванной. Я говорит, себе сохраню сегодня парочку минут. Сэкономишь. But if I observe the pain and tension of other people, it takes a while to relax out of it. Но когда я нахожусь рядом с болью, с переживаниями людей, потом мне нужно больше времени для того, чтобы пропустить их, через себя расслабиться. Using the connected breathing rhythm, whether I'm taking a shower or a bath, accelerates the process of relaxation. И процесс расслабления чрезвычайно убыстряется, когда я использую связанное осознанное дыхание во время приема души или ванны. And spiritual purification. И духовное очищение происходит быстрее. А свечка, свечка. Same question. Good, any other question? In relation to... To the elements and what we're doing tomorrow. Okay. There was a question about About candle. Is it enough to be a candle? Is it enough? Okay, good. I'll answer both questions at the same time. So tomorrow in the training group, we're spending time with the fire. Завтра на тренинге, который будет проходить в Марфино, мы все проведем некоторое количество времени в взаимодействии с огнем. And obviously, Russian culture has kind of dropped fire out
of your civilized way of living. Я заметил, что бытовая культура, сейчас современная бытовая культура в России несколько вывела огонь из ежедневного употребления людьми. And so as a result, Russian rebirthers need fire more than breathing. И я заметил, что русским ребёферам огонь нужен больше, чем дыхание. And so I hope that you will generate your own high motivation to get as much fire tomorrow as possible. И мне бы хотелось поддержать вас в том, чтобы вы развили в себе сильную мотивацию быть с огнем как можно больше и дольше. And so for those of you that live in cement apartments, И для тех из вас, кто живет в блочных цементных домах, which is most of you, I assume, а большинство, наверное, в них живет, and you don't have a fireplace built into your apartment, и у вас нет камина в своей квартире, then you'll have to experiment with candles. тогда вам приходится иметь дело со свечками. And so what I recommend that you do on your first experiment is to line up 12 candles. Я вас поддержал в том, чтобы вы выстроили 12 свечей. And then you light one candle and meditate on your energy body. И зажгли бы их и медитировали на свое энергетическое тело. And if you don't get a very noticeable effect, then light 2 candles and meditate on your energy body. И если не заметите никакого эффекта, зажгите две свечи и помедитируйте на свое энергетическое тело. And then 3 candles and 4 candles, all the way up to 12. И тогда затем третью свечку зажгите, четвертую, и так 12. So when you begin to feel a measurable result in your energy body, that is the minimum amount of candles that you need personally. И каждый раз, добавляя новое количество зажженных свечей, вы увидите, где ваша норма, когда вы себя начинаете чувствовать энергетически чистым, тогда для вас это рецепт. Столько свечей зажигайте для себя. And so 12 candles is not enough for you. I recommend you develop a relationship with a farmer. А если если 12 свечек вам будет мало, тогда вам нужно подружиться с кем-нибудь, кто живет на природе, с фермером, с колхозником. Фома есть. С человеком, который живет на природе, у кого свой дом есть. And so it's worth it if you have to pay the farmer in order to go out to the farm and have a fire in his forest. И тогда вам будет куда поехать, разжечь костер в лесу и установить свои отношения с огнем. Yeah, and if you have a garden, then you can go to your garden and have a fire. Может быть, у вас дача есть, тогда вам не нужен будет. Сколько? У кого дача есть? Поднимите руки, пожалуйста. So you just found another use for them. Теперь еще начинаете и по-другому использовать свои дачи. Next question. Any other questions? Еще вопросы, пожалуйста. Насколько я читал, чаще всего говорится, что пранаяма должна преподаваться после того, как тело укрепилось асаной. Насколько безопасен западный подход, когда физически неподготовленным людям предлагается сессия Ребёфинга? I read that it is important in pranayama, yoga, first, before giving pranayama exercises to a person, first to develop physicalness of the body, to exercise the body.
Since Rebёfing is similar to pranayama, maybe it's necessary first to exercise the whole body of recline. How safe it is to give breathing sessions to a physically, to a person who is physically poor? Good. Babaji said that old yoga is finished, rebirthing is new yoga. Babaji said that the old yoga is finished and that rebirthing is the new yoga. Бабаджи говорил, что старая йога завершилась, а ребёфинг — это новая йога. And that doesn't mean that asana and other yogic systems of exercise are not necessary. Но это не означает, что асаны и физические упражнения не важны. But with most people, many people have to learn power of the breath through rebirthing before they are motivated or interested in learning other forms of yoga. И многим людям нужно получить мощь, силу, осознание, которое дает ребёфинг, дыхание, прежде чем силу, чтобы быть мотивированными заниматься другими вещами. And so it's okay to use rebirthing and conscious breathing as an introduction to the power of spirit. И очень хорошо заниматься ребёфингом, связанным осознанным дыханием, как введением в пространство, где можно отработать, стать мастером своего духа. And hopefully after they have that power, they want to follow it up and be motivated to learn everything they can. И после того, как человек станет мастером своего духа, тогда у него появляется сила, чтобы развиваться, чтобы делать все, что ему нужно еще. And so the mind and the breath are the king and queen of human consciousness. The mind and the breath are the king and queen of human consciousness. Поэтому сознание, ум и дыхание — это король и королева развития сознания человека. And that's what yogis have been saying for millions of years. И об этом йоги говорили в течение миллионов лет. That meditation is the king of yoga and that prana yoga is the queen of yoga. Медитация — это король йоги, Is the queen. а пранаяма — это королева йоги. And so it's okay to learn those two first. И хорошо начать изучать эти две вещи в начале. Or to learn other forms of yoga and learn them after. Или изучать затем другие виды йоги. But when we do get our divine energy moving in our mind and body, Но когда мы обучаемся тому, чтобы перемещать, быть в контакте с божественной энергией в нашем мозгу и в нашем теле, we have to run around the block or do some form of an exercise in order to contain it. нам нужно делать упражнения для того, чтобы помогать протекать по телу этим блокам, которые проявились. And most people spend that energy by working in the world, in their regular job. Многие люди очень много работают, тратят энергии на обычной работе. And most of us have discovered that it takes an infinite amount of energy. И, наверное, уже большинство из нас пришли к выводу, что эта постоянная мирская работа требует бесконечного количества энергии. To keep participating in our regular job. Для того, чтобы постоянно продолжать участвовать в регулярной повседневной работе. Any more questions? Есть ли еще вопросы? В чем суть крия-йоги, которую принес Бабаджи? Yes. Rebirthing is the essence of Kriya Yoga. Ребёфинг — это суть крия-йоги. But the
Other aspects of Kriya Yoga are a color meditation for each chakra and a mantra for each chakra. Но другие аспекты крия-йоги – это медитация на каждую чакру и мантра для каждой чакры. And it's good for you to practice И вам будет хорошо практиковать all three elements. все три элемента. And of course, there's also various asanas that you can use in Kriya Yoga. И But, хорошо использовать также асаны крия-йоги. but the essence is the connected breathing rhythm, the color meditation, and the mantra for each chakra. И хорошо делать асаны для каждой чакры, медитацию на каждую чакру и дыхание через каждую чакру. Any other questions? Looks like we're just about finished for tonight. Есть ли еще вопросы? Мне кажется, мы уже завершаем. Можно еще вопрос? Еще пару вопросов, пожалуйста. Я хочу задать вопрос о личной мантре. Мы не знали, как это. Я хочу задать вопрос о личной мантре. И практикуют личную мантру. А вот каждому из нас, насколько важно иметь личную мантру? Мы узнали, как личную мантру, как получил и практикует Леонард, и каждому из нас важно ли иметь личную мантру. Или мы можем воспользоваться этой мантрой. И не изобретать велосипед. It was a question about your personal mantra. Do you think that Om Namah Shivaya is your personal mantra? It was given to you, now we know the story, the origin of coming this mantra to you. And can other people use this mantra, this personal mantra? Yeah, Om Namah Shivaya is called the Mana mantra, which means the supreme mantra, and it's available to everyone. Ом Намah Шивая – это маха-мантра, великая мантра, и она для всех. Это не моя личная мантра, она для всех. And Babaji gave me also a personal mantra. Бабаджи также мне дал личную мантру. But he said that Om Namah Shivaya is more important than my personal mantra. Но он сказал мне, что Ом Намах Шивая – эта мантра значительно более важная, чем моя личная мантра. And he also taught me several other mantras, and he recommended that I teach them to people. But Om Namah Shivaya is the foundation. И он также обучил меня еще нескольким мантрам и рекомендовал мне обучать эти мантры других людей. Но также сказал, что Ом Намах Шивая самая сильная, самая могучая мантра. Good. Just 2 more questions. Еще 2 вопроса, пожалуйста. Вот не могу избежать соблазна задать один вопрос. Значит, вы упомянули о Бабаджи, которому 9000 лет. О Бабаджи, которому 9000 лет. Вот когда называются конкретные цифры, то запускается сразу какой-то аналитический процесс. То запускается аналитический процесс. Вот был ли у вас тоже соблазн проанализировать? Был ли у вас тоже соблазн является ли это метафорой некоторых? Или это вот совершенно конкретно? Или точно конкретно ему 9000 лет? Были какие-то упоминания, там, скажем, первого тысячелетия? Как вы проверили, что ему 9000 лет? When you say that Babaji is 9,000 years old, but how did you know? And then, is it a metaphor or is it reality? Good. Yeah, well, some of the immortal yogis are very easy to trace through history. Есть бессмертные йоги, чья история зафиксирована. And Babaji is not one of them. История записана, прослеживается, но Бабаджи Is not one of them. Но Бабаджи это не для Бабаджи. Бабаджи не из тех йогов. Babaji's style for 9,000 years has been to participate in history for 25 to 50 years and then to disappear into the mountains for 25 to 50 years. Sure.
Babaji's style has been to participate in history for 25 to 50 years. 25 to 50. У Бабаджи, стиль Бабаджи быть воплощенным, принимать участие в истории в течение 25-50 лет. And then he goes into the forest for 25 to 50 years. Потом он идет в лес и проводит там 25-50 лет. And when he comes back, many of his devotees have died. И когда он возвращается, уже многие почитатели его умерли. And so I disappeared into the forest only for 1 year. Я, например, исчез в лесу всего лишь на год. And after that, I came back and participated in the rebirthing movement to find out how many rebirthers were still alive. Я потом вернулся в дыхательное движение и был поражен, почему некоторые ребёферы еще живы. And so the devotees of Babaji who have enough self-esteem Последователи Бабаджи с высокой самооценкой and who have an interest in becoming a master и те, кто действительно хотели стать мастерами, can follow the same lifestyle. они могут следовать этому стилю жизни. And there probably will be a time in my own life, if I live long enough, И, может быть, наступит время в моей собственной жизни, если я, конечно, буду достаточно долго жить, and I might want to disappear into the forest for 25 to 50 years. когда, может быть, я захочу тоже уйти в лес и прожить там 25-50 лет. And then I'll come back to Moscow and find out how many of you are still alive. А потом я приеду в Москву и посмотрю, кто из вас еще жив. And so, when you are thinking about immortal yogis, Когда вы думаете о бессмертном йоге, you obviously have to expand your imagination. вам нужно, безусловно, расширить свое восприятие. Because just the idea of becoming a total master of your spirit, mind and body И расширить свое воображение, потому что даже идея, как можно отработать проработать свой ум, сознание, энергетическое тело, opens up numberless lifestyle alternatives. и свое физическое тело открывает для нас огромное количество вариантов стилей жизни. For example, in my lifestyle, Например, то, как я живу, I can live in a different country every week. я могу находиться каждую неделю в какой-нибудь другой стране. And I have friends in all of those countries. All of those countries. И во всех этих странах, где я бываю, у меня есть друзья. And they're very happy to supply me with food and lodging while I'm visiting. И они очень рады давать мне кров и давать мне пищу. And most of them would be happy if I stayed longer. И практически все хотели бы, чтобы я еще подольше у них пожил. So that's just a very basic lifestyle. И это очень простой образ жизни, Which doesn't take a whole lot of imagination to conceive of. Doesn't take a lot of imagination to conceive of it. И даже не нужно какое-то особое воображение иметь для того, чтобы представить, как можно жить простой жизнью. But when you become an immortal yogi and you master food, Но когда вы становитесь бессмертным йогом и вы отрабатываете осознанность питания, and you master temperature, контакты с температурой, с окружающей средой, it opens up many other alternative lifestyles that we in the civilized world haven't even thought about yet. Тогда у человека открывается возможность еще такого количества стилей жизни, что цивилизованный мир, цивилизованный человек даже себе представить не может. And the only scripture that I know of that details those kinds of lifestyles is called the Shiva Purana. И я знаю
религиозный текст Шива Пурана, если я правильно Пурана, Шива Пурана, который говорит об огромном количестве стилей жизни. And I'm very thankful that the Shiva Purana has been translated into English, but as far as I know, it has not yet been translated into Russian. И я очень благодарен тому, что Шива Пурана была переведена на английский язык, и, насколько я знаю, на русском языке еще не существует перевод на русский. So there's a little project for somebody. Может быть, для кого-то это будет хорошим проектом. And in the process of completing that project, I'm sure that you'll be a totally different person at the end of that project. И я думаю, к моменту завершения этого проекта человек, который из него возьмется, станет совершенно другим человеком. Good. I think there's one more question. Еще был вопрос, да? Да, можно я хотел узнать, встречались ли вы с Карлосом Кастанедой и вообще как вы относитесь к... Я хотел узнать, встречались ли с Карлосом Кастанедой, и как вы к нему относитесь? Ну, относитесь к учению Донупана. Как вы относитесь к учению? I would like to ask you whether you met with Carlos Castaneda and what is your attitude towards his teaching. Карлос Кастанеда. Oh yeah. No, I haven't met him. Я не встречал его. Oh, but I'm very familiar with the teaching. Я очень хорошо знаком с учением. And when I compared that tradition to the Indian tradition, I realized that the Indian tradition is much softer and much easier. И когда традицию Кастанеды я сравниваю с традицией Индии, я понимаю, что традиция Индии намного проще и намного легче. And as a result, it's more successful. И в результате более успешным. Yes, I didn't answer about Babaji's age. I didn't complete that question about Babaji's age. Я не совсем закончила ответ на вопрос по поводу возраста Бабаджи. So, Babaji is a special kind of yogi. Бабаджи особый йог. And I probably shouldn't get into it because it's another whole evening. И, наверное, мне не стоит вообще затрагивать этот вопрос, потому что это тема целого вечернего выступления. But I'll try to make it brief by saying that Babaji has more than one body. Ну, вкратце я бы сказал так, что у Бабаджи не одно тело. And that he has had bodies from the beginning of time. И что он всегда имел физическое тело с самого начала творения. And some of his bodies are millions of years old. И некоторым его тела миллионы лет. And some of his bodies are not very old. He plays games in certain bodies that don't take very long. А некоторые его тела молоды, и он играет божественные игры, бывая в одном теле и в другом теле. And the way that I know that that particular body, which I've met more than one of his bodies since Bethany. Я сам встречал не только одно его тело, больше. And the body which I talked about that is 9,000 years old, I know that because he told me that it was 9,061 years old. То тело, о котором я говорил, что ему 9000 лет, я знаю его возраст, потому что мне сам Бабаджи сказал, что ему 9000, 9,061 years old. 9061 год. Он мне сам сказал, что ему столько лет. Знаете ли вы, когда Бабаджи выйдет из леса? Well, he's already back. Он уже вернулся. But he's not available to the public in the same way that he was between 1970 and 1984. Но он сейчас не так доступен для людей, для публики, как когда это было 70 to 84, с 70 по 84 год, когда был доступен был в теле.
Well, Babaji does home visits. Бабаджи приходит домой в гости. And so it's a matter of your desire and motivation. И это зависит от вашего желания, от вашей мотивации. You can invite him to your house. Вы можете пригласить его в свой дом. And see what happens. And after he comes to your house, после того, как он придет в ваш дом, then you can ask him where one of his bodies are. Вы можете спросить его, где его еще одно тело, следующее тело сейчас существует. And how to visit. И как встретиться с ним. It's a great adventure. Это целое приключение. Меня интересует, как вы относитесь к учению Орши, к его медитациям. Well, in the United States we have lots of people like Osho. В Америке у нас огромное количество людей, таких как Орша. And so for me, he was a very special. Для меня он не был чем-то особенным. And so I was interested, as I said, in meeting immortal yogis. Как я уже сказала, мне было интересно встречать бессмертных йогов. And they're all very special. Они очень особенные. Guess we're finished, okay? Есть какие-то противопоказания у Ребёфинга? Есть ли противопоказания у Ребёфинга? Contradictions? Yes, and they're all good. Да, и они все очень хорошие. Because every inhale and every exhale automatically induces relaxation. Каждый вдох и каждый выдох автоматически способствует большему расслаблению человека. And relaxation, if you think about it, is a solution to all problems. А расслабление, если вдуматься, это лекарство от всех болезней. It's the ultimate technique of healing everything. И это практика, которой можно исцелить все. However, the mind is very dangerous. Но мозг очень опасен. And breathing is totally harmless, but the mind is very dangerous. И само дыхание, оно безопасно. Мозг, мысли, это очень опасно. In fact, the human mind is the most dangerous thing in the universe. На самом деле человеческий мозг самая страшная вещь на свете. And so, learning to breathe doesn't solve the problems all the problems that are created by the human mind. И только обучение себя дыханию не решает всех проблем, которые создает вечно думающий мозг человека. Unless we use the breathing rhythm to relax our dangerous mind. И если только мы не используем особый ритм дыхания для того, чтобы расслабить этот воспаленный, вечно работающий мозг. Right. Нет, непонятный ответ на вопрос. Okay. Есть противопоказания? It was not yes, there is not problems, but contradictions in which cases Well, in my experience, I haven't found any. Есть ли какие-то противопоказания, да? Вы спрашиваете. Больные люди, например, могут... Давление высокое. Да. В моей практике такого нет. I'll give you some examples. Например. A husband brought me his wife who is in the middle of a heart attack.
Однажды я работал с женщиной, женой. A man brought me his wife. Однажды мужчина привел мне свою жену, у которой был сердечный приступ. And so I laid her down and had her do the connected breathing. Я положила ее на пол, предложила ей делать связанное дыхание. And she breathed away all the symptoms and felt fine. И она дышала сквозь симптомы своей болезни и чувствовала себя хорошо. It wasn't her first heart attack. Это был ее первый приступ сердечный. And so I told her that she could continue to breathe away the symptoms every time that she had a heart attack, but if she continued to eat meat, sooner or later it wouldn't work. И я сказала ей, что нужно дышать через симптомы каждый раз, если у вас будет повторяться сердечный приступ. И они смогут протечь, вы сможете продышать. И сказала я ей, если вы будете продолжать есть мясо, вы будете болеть. That was 20 years ago. She became a vegetarian and she's still alive. Это было 20 лет назад. Она стала вегетарианкой и до сих пор жива. In other cases, I've worked with schizophrenics. И также работа с шизофрениками. And the connected breathing rhythm can enable them to experience the source of their problem. Связанное осознанное дыхание помогает им войти в контакт с источником своих проблем. And if they don't have what I call the complete energy cycle, и когда они проходят то, что я называю полным энергетическим циклом, when they get next to the source of the problem, they will be tempted to act out and become socially unacceptable. Они начинают входить в контакт с источником своих проблем и становятся социально неприемлемыми. But what I've discovered in every case that I've worked with so far, но я обнаружил в своей работе с подобными случаями, that if I introduce them to the idea of physical immortality, что если я познакомлю их с идеей физического бессмертия, that it's much easier to work with them. Тогда намного проще работать с ними. Because the fear of death is usually at the root of schizophrenia. Потому что страх смерти обычно причина, источник шизофрении. And when you give them a little bit of physical immortality philosophy that enables them to successfully deal with their fear of death, then they're able to control their behavior. Но когда людям предлагается философия физического бессмертия, и они исцеляют свой зов смерти, тогда и их здоровье чрезвычайно улучшается, тогда и дыхание идет им на большую пользу. And so, for me, there's a tragic paradox here. И для меня здесь трагический парадокс. Which is that people who are accepted in the academic world, те люди, которые приняты в академическом мире, are afraid to shock their friends with their radical ideas. Они боятся шокировать своих друзей и других людей своими радикальными идеями. With ideas like physical immortality. Например, такими идеями, как физическое бессмертие. And yet, in living with that fear, they are imprisoning themselves in a system that is doomed to failure. И когда они живут с этим страхом, и этот страх радикальных мыслей, радикального представления себя заключает их еще больше в тюрьму. And we see that failure every day in medical hospitals and psychiatric hospitals. И они начинают распространять это чувство вокруг себя, и мы видим массу страданий в больницах, в психиатрических больницах. And so we need more people in the academic world who have the courage and the intellectual sophistication to expand the parameters of that world. И нам необходимо иметь в
академическом мире больше людей, у которых есть достаточно мужества, достаточно знания для того, чтобы расширять параметры взгляда, восприятия жизни. И я лично работаю над этим всем. Rebirthing is a part of the regular curriculum in 2 universities in the world. As a part of the regular curriculum in 2 universities in the world. Ребёфинг сейчас уже включен в программу обучения 2 университетов в мире. Yes. Есть ли какая-то практика, техника, которая позволяет освободиться от неосознанного страха смерти? Есть ли какая-то практика? Техника, да, позволяющая освободиться от программы смерти. Практика, техника, которая позволяет освободиться от программы смерти. Does any technique exist? Practice technique exist which helps to relax, to get rid of the programming of death. Death program. Well, the basic technique is journaling. Journaling your thoughts and feelings, writing your thoughts and feelings. Отличная практика – это записывание своих мыслей, ведение дневника. And as you discover the negative thoughts that you're living with, then you can change them to positive thoughts. И когда вы пишете и замечаете свои негативные мысли, записанные негативные мысли, вы можете переписать их в позитивные мысли. And of course, it's also going to be very valuable for you to read any books that you can find about physical immortality. И будет очень полезно почитать какие-нибудь книги, которые вы могли бы найти по теме физического бессмертия. But journaling your thoughts and feelings is going to enable you to incorporate that philosophy into your own personal practical life. Записывание своих мыслей, чувств, описание их может помочь исцелить программу смерти и включить идею бессмертия в свою ежедневную жизнь. And you remember, I told you when I introduced fire. И я говорил сегодня об огне. That it enabled me to heal a death urge, which I learned from my students, which was 10 times as strong as the one I learned from my parents. И огонь помог мне исцелить программу смерти, стремление к смерти, которую я получил от своих клиентов, студентов, который был в 10 раз сильнее, чем то, что я получил от своих родителей. So I recommend that you try it. Я порекомендовал бы вам огонь, попробовать огонь. I can't remember her name. Please. Роза? Роза. I think Роза. Роза? Yeah, Rota? Роза. Rota. Кому обращаться? У вас был вопрос? У меня? Yeah. Yeah, she has a center not far from Moscow. Вот у этой женщины, покажите, пожалуйста, есть центр недалеко от Москвы. Яма не с колонной. And my wife and I went to her center yesterday. И вчера с моей женой мы ездили в этот центр. To spend the day with the fire. И провели там день с огнем. And my wife used the fireplace inside, and I built the fire outside. И моя жена находилась рядом с камином в доме внутри, а я разжег костер на улице. Because just living in Moscow for a few days gave us some death urge to deal with. Потому что только одно пребывание в Москве в течение нескольких дней вызвало у нас такое стремление к смерти, что нужно было что-то делать. И мы поехали в дом этой женщины для того, чтобы работать. And then we went to the Bolshoi Theater and got another dose.
А потом пошли в Большой театр и получили еще одну дозу. Я бы хотела сама пару слов сказать, потому что у меня вопросы появились. Как бы небольшая растерянность, потому что, в общем-то, я начинала с Ребёфинга свой путь, такого духовного становления. Я в растерянности, я начинала свой духовный путь с Ребёфинга. I'm at a loss, I started my spiritual way with the Ребёфинга. Я не совсем почувствовала живую энергию. И я не совсем почувствовала живую энергию. And I didn't feel the living energy, the life energy. И то, чему меня научил Оша, и то, чему научил меня школа Оша, вот Оша тут. Я вижу как бы не совсем сознательную энергию, осознанную энергию в ваших словах, в ваших действиях, движениях. И мне, конечно, немножко... Я вижу не совсем осознанную энергию в ваших словах, в ваших движениях, я вижу противоречия. I can see some unconsciousness in your words, in your movements, I can see some contradictions. Я очень много времени в Индии провожу. Я очень много времени в Индии провожу. Я не согласна со многими вашими словами. A lot of time in India, and I do not agree with many of your words. Потому что есть мифы, легенды, есть реальная Индия. Есть мифы, легенды, есть реальная Индия. Я высказываю, что я чувствую. No meaning in discussing all this. I just expressed Thank you. Спасибо. And so I'm sure that you don't see as many contradictions in the rebirthing movement as I do. Please say it again. I'm sure that you don't see as many contradictions and problems in the rebirthing movement as I do. Я уверена, что вы не видите такого количества противоречий и сложностей в мире Ребёфинга, сколько вижу я. And any help that you can give me in clearing up those contradictions and problems, I will greatly appreciate. И мне будет очень приятно, я буду чрезвычайно благодарен, если вы кто-нибудь поможет мне разобраться с этим количеством противоречий. Допустимо ли для Ребёфера принятие алкоголя? Принятие алкоголя. И сколько вам лет? Сколько вам лет? Сколько вам лет? Одну плохую не будет, И еще и курение. И курение. And smoking. And is it okay to eat fish? Допустимо ли есть рыбу? It's okay with me if rebirthers have ill health. Для меня нормально, когда ребёферы принимают алкоголь. It might not be okay with them, but it's okay with me. Может быть, для них это нормально, а для меня нормально. It's even okay with me if rebirthers die. Для меня даже нормально, если ребёфер умирает. Because everybody has the right to live or die. Потому что у каждого человека есть свой выбор, жить или умереть. In relation to smoking, I don't recommend it. И о курении я не рекомендую курить. And in relation to my age, it's a metaphysical secret. В отношении моего возраста это метафизический секрет. But I will let you know when I reach 300. Но я вам обязательно дам знать, когда мне будет 300. One of my books is about victory over senility. Одна из моих книг о Victory over senility. Victory over senility. Победа над старением. And I wrote that book after I became a senility graduate. Я написала эту книгу после того, как я перестал стареть.
And so I know what terminal diseases are and how to heal them. И я был болен, я знаю, что такое смертельные болезни, и я знаю, как исцелять их. And so the idea of physical immortality is not meaningful until you can conceive of life after senility, after old age. И идея физического бессмертия остается бесполезной, если вы не начнете рассматривать возможность жизни после старения. And dealing with the symptoms of old age is an individual journey. И это вопрос путешествия каждого человека, это индивидуально, как ему устанавливать свои взаимоотношения с симптомами старения. But obviously, to become an immortal yogi, you have to successfully survive old age. Но для того, чтобы стать физически бессмертным йогом, нужно успешно проходить через все возраста. And it's fun to think about what your life will be like after old age. И интересно подумать о том, какую жизнь вы будете вести после того, как вы станете старым. And that question is a great inspiration to old people. И этот вопрос очень поддерживает, дает воодушевление старым людям. Because the spirit, which is the ground of our being, потому что дух — основа существования, which is our natural divinity, наша естественная божественность, is stronger than the mind and the body. Сильнее, чем ум, сильнее, чем тело. And one thing that you can be certain about есть одна вещь, в которой нужно быть уверенным. Is that your natural divinity will dissolve all of those programs. Что наша божественность расслабит все программы смерти. We only have to learn how to live in harmony with it. Нам нужно только понять, как жить в гармонии. Скажите, пожалуйста, идея о физическом бессмертии, она связана только с физическим бессмертием в состарившемся теле? Она связана с физическим бессмертием в состарившемся теле? Или возможно обрести бессмертие в зрелом или в молодом возрасте? Do you connect physical mortality only living in the old body or after living in an old body, or is it possible to be physically immortal by living in a young body? Definitely. Да, определенно связано с молодым или со зрелым телом. It's possible to reverse the aging process. Возможно направить вспять процесс старения. And to master what I call the youthing process. И отработать то, что я называю процессом омоложения, процессом юности. But if the youthing process becomes as inevitable as most people believe the aging process is, then you have the same problem. It's possible to reverse the aging process. Возможно обратить вспять процесс старения. And I call the process of reversing the aging process youthing. Я называю процесс прекращения старения омоложением. So there's youthing and there's aging. Итак, есть старение и омоложение. But if the youthing process gets out of control, но когда процесс омоложения выходит из-под контроля, then you have the same problem. Тогда начинаются те же самые проблемы, as if the aging process gets out of control. Как и с процессом старения, когда процесс старения выходит из-под контроля. Because if the youthing process is out of control, you'll end up as a one-celled organism. Потому что когда процесс омоложения выходит из-под контроля, тогда мы превращаемся в одноклеточное существо.
так молодеем, что становимся одной клеткой. So you need a few mantras to control those processes. Поэтому нужно мантры, чтобы контролировать оба процесса. Still wants to know about fish. Is fish. Well, the chances of dying of heart disease and cancer are a little smaller if you eat fish. Если вы едите рыбу, то у вас чуть-чуть меньше шансов умереть от рака и от заболеваний сердца. But you can eat vegetarian fish substitutes as much as you like. Но можно есть вегетарианскую пищу, напоминающую рыбу-заменитель рыбы, столько, сколько хотите. And your mind and body doesn't know the difference. И тогда ни ум, ни тело не будет знать разницу. Будет знать, что вы едите рыбу или заменитель. Идея физической смерти, идея принятия физической смерти, она на протяжении многих веков Идея физического смерти на протяжении многих веков вдохновляла многие философии и религии мира. И опротивить понятие принятия собственной смерти И опротивить понятие принятия собственной смерти в своем разуме, в разуме других людей. По-моему, достаточно тяжело. По-моему, достаточно тяжело. Знаете, одного человека, кроме себя, который бы действительно принял идею. Знаете ли вы еще кого-нибудь кроме себя, другого человека, который бы принял идею физического бессмертия? The idea of physical immortality inspires many religions and many people for many years. But do you personally know somebody who's physically Yes. Да. I mentioned earlier that I met 8 people in that category. Я уже упоминал, что я встречал 8 бессмертных. Но мы-то их не встречали. But we haven't met them. But we haven't met them. Yes. Well, actually, you have more convenient access to them than I do. Но вам даже удобнее до них добраться, чем мне. Because one of them that I met was 800 years old. Потому что тот, кого я встретил однажды, ему было 800 лет. And he lives in the forest on the border between Russia and Iran. Иран. Yeah. И он живет на границе между Россией и Ираном. And so most people don't think of immortals or old people living there because it's a group of Sufi immortals. Это группа бессмертных суфиев. Там может быть еще больше, чем один бессмертный. And I think that they're more identified with Iran than they are with Russia. Но они больше связаны с Ираном, чем с Россией. But there's a whole group of them. Some of them are older than 1,000 years. Там их целая группа, и некоторым больше 1000 лет. And so I once wrote the president of Iran to see if I could get an invitation to come to Iran and study these people, and I never got an answer. И я писал президенту Ирана с просьбой дать мне разрешение приехать туда и изучить эту группу, но я не получил ответа. And so if you can find them and can provide an opportunity for me to go visit them from the Russian side of the mountains, I will greatly appreciate it. Если вы мне поможете добраться до этого места через Россию, со стороны России, я буду очень вам признателен. Yes. Что вы думаете о процессе голодания? Что вы думаете о процессе голодания? What do you think of fasting? Fasting. What do you think of fasting? Good. Thank you for asking Heike's question again. Спасибо, что опять задали вопрос, который сегодня Хайке уже звучал. I recommend and have recommended for over 20 years that everybody fast one day a week. В течение больше чем 20 лет я рекомендую всем голодать хотя бы один раз в неделю. My own experience
I find that if I give up the pleasure of eating 1 day per week, И я рад, когда у меня есть счастье не есть, когда я наслаждаюсь отсутствием пищи 1 day per week, 1 раз в неделю. that I enjoy eating the other 6 days more than twice as much. И когда я 1 раз в неделю не ем, 1 день в неделю не ем, тогда остальные 6 дней я в 2 раза больше наслаждаюсь вкусом пищи. So if eating becomes unpleasurable for you, И если еда перестает приносить вам удовольствие, and it does for me very frequently, что со мной бывает довольно часто, then probably you will enjoy eating again the day after your fast. наверняка вы опять начнете получать удовольствие от еды, если вы день попаститесь. And not only does it give your digestive system and your circulatory system and your nervous system a rest, И тогда ваша пищеварительная система, выделительная система отдыхают в течение этого дня. but it cleans your energy body as well. И также вы очищаете свое энергетическое тело. It's a very practical, profound practice. Это очень глубокая, очень сильная практика. And so on my 1 day a week fast, I've experimented with many, many things. On my 1 day a week fast, I've experimented with many, many things. И в эти разгрузочные дни, когда я не ем раз в неделю, я экспериментирую с огромным количеством вещей. In my early days, I would often fast on milk only once, 1 day a week. Раньше, во время таких дней, я пил только молоко. And it's a very pleasurable fast. И это был очень приятный пост. It's a very easy fast. Это был очень легкий пост. And you can even have chocolate milk if you like. И даже можно пить шоколадное молоко, если хотите. And you can drink it through a baby bottle if you really want to go into instant samadhi. Если в спонтанной самади хотите попасть, то можно в детскую бутылочку налить шоколадного молока. And I've tried every kind of juice. Я пробовал все типы соков. And also just plain water. И простую воду. And sometimes just air. А иногда просто воздух. So there's a whole spectrum of things that you can fast on. Здесь большой выбор возможностей, как голодать, как поститься. One of the principles that I teach people is to experience satisfaction. Еще один из принципов, который я обучаю людей, это переживание удовлетворения. If you're fasting on water, then you should drink as much water as you need. И если вы поститесь и пьете воду, то нужно тогда пить столько воды, сколько нужно, сколько хочется. Every time you feel hungry or thirsty, you should drink. И каждый раз, когда вы хотите пить или есть, следует пить. And you can drink enough water to make your hunger and your thirst go away. И нужно пить столько, чтобы жажда и голод прошли. And the same is true with juice or milk. И то же самое с соками или с молоком. It's a good idea sometimes to make your fasting material into a form that gives you total pleasure and satisfaction. И очень важно превращать вот эти разгрузочные дни, наполнять их такими формами, которые дают наибольшее удовлетворение, наибольшее счастье. If you're fasting all day on hot chocolate through a baby bottle, I don't think you're going to experience a moment of displeasure or uncomfortableness. И если вы в течение дня, разгрузочного дня, пьете шоколадное молоко из детской бутылочки, то в течение целого дня, то какие могут быть разговоры о сложностях во время поста этого, во время разгрузки? You won't experience any suffering unless you drink too much.
И никакого страдания не будет. Будет одно счастье, если только не перепьете шоколадное молоко. Good, we're running out of time. Would you please tell me what do you know about the amount of immortal women in the world? Что вы знаете о количестве бессмертных женщин в мире? Yes, it's actually easy for a woman to become immortal than a man. Для женщины легче стать бессмертным, чем для мужчины. And I wrote a book about that. Я написал книгу об этом. It's called About Your Femininity. Она называется «О женственности», «О вашей женственности». And I gave it to Luba to translate. И я дала ее Любе для перевода. Pending her approval. Pending her approval. Pending upon her approval. She can translate it if she likes. She likes it. Если Любе книжка понравится, то она ее переведет. Все зависит от ее одобрения или неодобрения этой книжки. And it's one of the shortest books I've written. И это самая короткая книга из всех моих книг. And so far, every woman who has read that book. И с этого времени каждая женщина, которая прочла эту книгу, loves it. Любит ее. And they wonder how me, a man, could possibly have written that book. И они все время спрашивают, как вы, мужчина, могли написать такого рода книгу. So maybe you'll understand when you read it. Ну, может быть, вы поймете, когда прочтете ее. Good. Well, we're just about out of time. The lecture has lasted longer than anticipated due to all of your wonderful questions. Лекция была, наша встреча была достаточно долгой благодаря вашим прекрасным вопросам. I've had the experience in some countries of going until 8 in the morning. В некоторых странах эта лекция затягивается до 8 часов утра. But you just can't accomplish everything in one day. Но все за один день трудно успеть. And so I hope that we've accomplished something and that I've given you enough to think about. Но я думаю, что мы все-таки успели что-то сделать. И я дал некоторый материал для размышления. Keep you busy for a while. Для того, чтобы вы были заняты некоторое время. And if I don't make it back until 10 years, если я не вернусь в ближайшие 10 лет, then I'll find out how many of you are still alive. Когда я вернусь через 10 лет, я посмотрю, кто из вас еще жив. And if any of you are interested in the money seminar, если вам интересен семинар о деньгах, that we may be doing next Friday night, вероятно, он произойдет вечером в следующую пятницу. Then you have to contact one of the organizers. Тогда контактируйте с кем-нибудь из организаторов. So it's been a pleasure for me to be here. Для меня было приятно быть здесь. Говорит это прям как в большом театре. And before you leave, however, Dan has some thoughts that he would like to share with you. И Дэн еще хотел бы сказать несколько слов. And I just wanted to say that Russia is definitely on my map. И единственное, что я хотел сказать сейчас, что на моей личной карте, безусловно, появилась Россия. Okay, I've known Leonard since 1977. Я знаю Леонарда с 1977 года. And I know that he's healed himself from several terminal diseases.
И я знаю, что он излечил несколько смертельных болезней. including cancer. Да, излечил себя, излечился, да, сам излечил себя. Including cancer. Включая рак. So his simple methods work. Эти простые методы работают. I happen to know how old he is. Я знаю, сколько ему лет, Because как I registered случилось. his visa and I had his passport. Потому что у меня был паспорт, я регистрировал его визу. I will not tell you. Я вам, конечно, не скажу. But he's older than Osho was when Osho passed. Но он уже старше, чем Ошо, в тот момент, когда Ошо уходил из тела, ушел из тела. And when I started studying with Leonard, it was in 1977. Я начал заниматься с Леонардом в 1977 году. And I had one interest. У меня был один интерес. Is following the breath as it comes into me. Больше всего в моей практике мне помогает следование за дыханием. Любимых дыхательных упражнений. One of them is 20 connected breaths. И одно из них это 20 связанных дыханий. 20 connected breaths are exactly that, they're 20 breaths. 20 связанных дыханий это 20 дыханий, вдохов и выдохов. There are no pauses or gaps between the breaths. И между ними нет пауз, нет остановок. The inhale connects to the exhale. И вдох связан с выдохом. The exhale connects to the inhale. И выдох связан с вдохом. The inhale is active and the exhale is passive. И вдох активный, выдох пассивный. And you do 4 short breaths and 1 long one. 4 short, 1 long, 4 short, 1 long. Берете 4 быстрых дыхания и 1/5 долгое дыхание. You can do it through your nose or through your mouth. Можно дышать через нос, можно дышать через рот. Here's an example. И вот, например, So that was 20 breaths if you were counting. сейчас я сделал 20 связанных дыханий. It's a good idea to just feel inside before you do it, and then feel inside afterwards, and see what wakes up, what moves. И очень правильно направить свое внимание вовнутрь тела, исследовать свои чувства, ощущения до начала 20 связанных дыханий и после окончания. You can do it through your mouth. Можно дышать через рот. That was 10. So you Было 10 decide. дыханий. And you can do them quick or slow. И можете выбирать темп сами, можно их делать медленно, можно их делать быстро. So we'll just do 20 connected breaths together. И сейчас мы сделаем 20 связанных дыханий вместе. You just close your eyes. Закройте глаза. Just see how you feel inside. Почувствуйте свое внутреннее пространство. Get a sense of your body as energy. Почувствуйте свое тело, энергию. And then do 20 breaths. И начните делать 20 связанных дыханий. And then after the last breath, just get a sense again and feel. И когда закончите цикл из 20 связанных дыханий, опять почувствуйте свое тело. And let's begin. Давайте начнем.
exercise is traditional pranayama. И второе упражнение, это традиционное упражнение пранаямы. It's alternate nostril breathing. Это дыхание через нос со сменой ноздрей. So you do 3 breaths. Мы делаем 3 вдоха. So you exhale through one nostril. Выдыхаем через одну ноздрю. And then inhale. Вдыхаем. And then switch. И затем переходим на дыхание через другую ноздрю. Exhale. Выдыхаем через другую ноздрю. Inhale. Вдыхаем. Switch. Переходим на другую ноздрю. Exhale. Вдыхаем. Извините, выдыхаем. Inhale. Вдыхаем. So 3 breaths like that. Take your time. 3 дыхания, подобных дыханий, каждый в свое время. Try to sense the details. Чувствуете дыхание и тело во всех деталях. There are different ways that you can use your hand to do this. Можно по-разному прикасаться пальцами к носу. But any way is okay. И любой способ хороший. Start with the exhale. Начинайте с выдоха. From all around the world going, and we're doing a rebirthing training in South India. Там будут ребёферы со всего мира, и профессиональный тренинг по ребёфингу там пройдет. And also it's still possible to join us tomorrow and on Sunday in the training we're just doing, and tomorrow we'll do high quality rebirthing sessions in the morning. И завтра утром будет в Марфино под Москвой дыхательная сессия, и на субботу и на воскресенье можно присоединиться к нашему семинару, который проходит сейчас в Марфино. And we will do fire in the afternoon, and we will have another seminar with Leonard in the evening. Завтра утром будет дыхательная сессия, затем работа, контакт с огнем, а вечером будет работать Леонард. Если вы хотите получать информацию о дыхании, о том, что в Москве происходят, какие дыхательные события происходят, оставьте свои телефоны, электронные адреса на листочке на столе у входа. Om Namah Shivaya, Bole Baba Ki Jai.